Мы в эфире. Сейчас чуть-чуть поднастроимся и поедем. Единственное, что мне нужно еще найти, так, вот этот эфир. Я думаю, он уже идет. Даже меня, говорят, кто-то смотрит. Ребятки, привет! Если кто-то и правда меня там смотрит и видит, значит, напишите, пожалуйста, как у вас со звуком. Бо я сегодня сделал совсем другой микрофон. Кстати, это очень хорошо, что я сам себе на нем напомнил. Потому что еще надо подключить Powerbank, пока народ соберется. Powerbank, который я забыл подключить. Ну, это быстренько, это шустренько. Приветики, приветики. Одну секундочку, я тут в Powerbank брошу. И таким образом, думаю, у нас будет нескончаемый эфир сегодня, ребята. Из Аргентины. Зима. Слышно хорошо, Николай. О, спасибочки, Николай, потому что я сегодня взял другие микрофоны. После того видео, как я показал, что я себе приобрел там еще набор микрофонов, я решил, что их надо использовать для прямых трансляций. Иначе у меня вечно что-то трещало, свистело. И все в таком духе. Одним словом, сейчас вот последнее Powerbank подключу. И начнем разговаривать сегодня об Аргентине. Ну-ка, на секундочку я. И надеюсь, что работало. Так, да, пошла зарядка там, пошла зарядка здесь, отлично, ничего не сдвинулось, нет, вроде бы ничего не сдвинулось. Ребятки, сегодня понедельник, решил посидеть, в спортзал сбегал, потом пришел в парк и думаю, все, сегодня детский парк закрыт, посидим здесь, пообщаемся, а то много люди пишут всяких вопросиков, но я на них не отвечал. Ну и еще последний прибамбас, я найду мою трансляцию, чтобы читать здесь комментарии, а не бегать этот самый. К телефону носом не тыкаться. Так, найти. Леонид Тима. Ну вот, все, нашел. Хорошо, слышно, Никол. Вот, все, теперь я смогу здесь читать, как бы, комментарии. Звук хороший. Отлично, Света, спасибо. Будем знать, что звук хороший, и таким образом сможем пообщаться. Буквально недавно ходил вокруг парка, позавчера. И что-то вечером мы часто выходим в парк погулять, заодно встретили там подписчиков и шел. И мне что-то на ум пришла такая штука, да? А вот вообще, что меня вообще интересует в Аргентине? Что я тут сижу столько лет? Для тех, кто может, ну, не все прямо мои подписчики, может, кто новый зайдет, посмотрит. Это из Аргентины, это город Буэнос-Айрес. Живу я здесь почти 30 лет в Буэнос-Айресе. То есть практически мы приехали сюда в прошлом столетии, в 96-м году. Мы не знали ничего об Аргентине, почему ехали, могу рассказать тоже, если это кого интересует. Но факт в том, что я не знал, какая это Аргентина, какой это Буэнос-Айрес и вообще, что это за страна. Так на карте перед отлетом посмотрел, понял, что это где-то в Латинской Америке, но больше ничего. В те года не было интернета, в те года не было ютубов, не было ничего, чтобы можно было что-то посмотреть и сказать, ну, я еду в Аргентину, там то-то, то-то, то-то. Не так, как сейчас. Хотя бы можно увидеть, что здесь существуют дома, что здесь существуют какие-то парки. Вот видите, теперь фиг найдешь, где оно. Что здесь существует еще какая-то цивилизация. Раньше мы этого не знали. А вот. Вот немножечко вам, так сказать, еще, чтобы увидели точно, что здесь существует цивилизация, что здесь существуют дома и парки. Подровняем камеры, и все будет отлично у нас. Значит, в конечном итоге мы приехали, и первый год нам было вообще не до раздумий, там надо было работать, устраиваться, все такое, а теперь вот как бы уже столько лет прошло, думаешь, а и правда, вот
столько стран существует, столько там Европа, Америка, Канада. Да что хочешь, там вон, Россия, Украина. Все это существует. Думаешь, а что засел в Аргентину? Ведь я, в принципе, как бы и не собирался, да? Вот что мне так понравилось, что я так вот засел здесь. Дело в том, что первое время мы вообще не думали. Нам надо было работать. А потом где-то, наверное, проживший лет, думаю, лет 5. Один раз мы начали задумываться на тему, а надо нам оставаться в Аргентине или не надо нам оставаться в Аргентине. Или, может, стоит подумать и уехать, вернуться, к примеру, в Европу или, к примеру, вернуться в Украину. В то время было. И я ездил на 3 недели в Украину по делам. И побыл там, и решил, как бы, знаете, как, даже не то, что я там переклал ответственность или что. Ну, в принципе, я говорю, Свет, ну, ты подумай, я говорю, если захочешь вернуться, вернемся, если не захочешь, не вернемся. И вот она, так сказать, уже серьезно подумала, говорит, нет, давай, наверное, останемся здесь. И вот я приехал с Украины, и тогда я только после этого начал делать аргентинский паспорт, документы. До этого мы, наверное, лет, я уже точно не помню, то ли 7, то ли 10 жили здесь вообще без... То есть как у нас было постоянное ДНИ, всегда были оформлены постоянные документы, но никогда мы не стремились именно получить там аргентинский паспорт, чтобы потом с этим аргентинским паспортом куда-то поехать. Это нас вообще как бы вот не волновал этот вопрос. Мы не для этого здесь жили, чтобы получить аргентинский паспорт. Мы просто жили, работали и жили. А теперь вот буквально гуляли в городе парка, думаю, а вот и вправду, столько лет, да, вот сейчас бы уехал бы, к примеру, там куда-то из Аргентины или нет. Ну, если не брать экономических вещей, потому что многие сейчас начнут, а вот заработки, а вот экономика, а вот политика. Не-не, без этого, просто про Аргентину, знаете, вот. И я вот только Свете так даже сказала, говорю, слушай, а вот если так серьезно, знаешь, что мне тут вот вообще так прямо вот сильно нравится. Это вот еще какая-то даже, можно сказать, такая свобода. Вот, блин, вот реально у людей, если не считать, я же говорю, там вот, что экономика плохая, почему? Потому что оно все меняется. Есть свобода. Вот здесь люди живут свободно. И не только свобода потрындеть языком, там, к примеру, там, сказать что-то против правительства. Не-не-не, я не про эту свободу имею в виду. Я имею в виду, что здесь осталось до сих пор такое, что ты можешь пойти к любой реке, поймать рыбу, забрать эту рыбу. Я вот в последнее время смотрю, часто мне попадаются тиктоки рыболовные вот с Германии, да, так, как там надо, блин, пройти курсы, получить лицензию, записаться в какой-то клуб, поймать рыбешку, это надо там, ну не знаю, на каждую речку, на каждую рыбалку брать еще одну лицензию, замерить, какую-то тетрадку записать. В общем, столько байды, шаг вправо, шаг влево, расстрел. Здесь же нет. Вот захотел вот аргентинец на рыбалку, взял удочку, пошел. Кто там по продвинутей пошел, купил лицензию. Ну, не по продвинутей не купил лицензию. Никто ему не будет выносить за это мозг. Да, кто-то будет говорить, маленькая, отпусти там, но с другой стороны, кто-то скажет, а у меня кушать нет. Я взял и все, и забрал эту рыбу. То есть вот, и не только в рыбе. Ну, ты, к примеру, можешь поехать в поле, взять, сесть в поле, поставить палатку, разложить костер. Захочешь идти за грибами, иди за грибами. Можешь просто разложить костер, пожарить шашлыки. Никто тебе не будет указывать, что на твоем участке, если у тебя есть какой-то участок, что тебе на нем сажать. Вот когда тебе эти бурьяны там полоть, можно ли там какой-то бурьян иметь или нельзя этот бурьян иметь. Понимаете, вот ты хочешь куда-то поехать, ты, в принципе, если у тебя хватает финансов, ты просто садишься в машину, едешь. Вот в этом плане такая еще свобода, которая не так, что, ой, забор там поставил на 5 миллиметров дальше, на 10 миллиметров больше. Здесь хочет ставить забор, как у Кремля, хочет вообще не ставить никакой забор. То есть кто-то строит, идет там в архитектуру, ну если это в городе, да, там архитектора спрашивает, то все. А кто не имеет на архитектора, он просто берет какой-то кирпич, сам себе сложил, что смог на своем участке, там и живет, и все. То есть вот в этом, в принципе, да, вот
вот это вот еще свобода такая, как когда-то было, когда я малым там еще был. Знаете, когда ты там захотел, побежал на речку, закинул удку, наловил рыбы, привез, хочешь уха, хочешь подпускай эту рыбу, хочешь шашлык, пошел себе на огороде, развел костер и никого не спрашиваешь разрешения, и жаришь там шашлык. Вот в этом вопросе Аргентина еще осталась вот такой первозданной. Как я рассказываю, вот мы часто видим, приехали люди на море, там у них какая-то Каса Роданте, или как у нас называется, ну вот этот как бы домик на колесах. Они, ну, заехали в кампинг, заехали, что-то не так, поехали прямо на пляжу, стали, тут же палатку поставили, живут, радуются, никто им не мешает, никто им особо, ну, как бы, если они там что-то сильно не загаживают место, никто их не гоняет, никто к ним не цепляется. Сам народ, вот это вообще, вот просто я не знаю, я вот, конечно, не езжу с утра до вечера по другим, чтобы сравнивать, но все-таки интересуюсь, видео смотрю, как говорят, тиктоки, смотрю других блогеров, новости читаю. Вот я не знаю, есть ли еще такие, ну, как бы, нормальные люди, как аргентинцы. И сейчас в этом бешеном мире редко найдешь нормальных таких людей, простых, которые относятся свободно там вот к собакам, к детям, к иностранцам, что никто тебе не будет говорить там, ты не той национальности, там, ты не такой. Тебя будут воспринимать так, ты или идиот, или не идиот, а по какой ты национальности, то вообще как бы безразлично. На детей никто не орет, собак никто не пинает, никто не выдрыгается друг перед другом, у кого красивее одежда. Или у кого там круче машина. Сейчас вот, но приехавших, ну, я имею в виду вообще, вот туристов здесь в Аргентине в два счета видно. Вот идет аргентинец, у него может быть там и миллионы, и больше всего. Ну, он идет вот по-простому. Если в спортзал, он идет в обычных шортах, в обычном майке, там в парке гуляет, то же самое. В каком-то, может, там спортивном костюме гулять. И тут идут туристы, блин. Разрисованные, распышканные, блин, как будто они там, не знаю, с музея с какого-то выскочили, смотрят на аргентинцев и думают, вау, смотрите, какие они, типа, блин, недоразвитые, а мы вот какие тут крутые. С другой стороны, аргентинцы смотрят так же самое, думают, господи, к чему эти паулины тут, блин, бродят? Думают, что на них кто-то, наверное, восхищается. То есть, вот такое вот простая такая, знаете, простая такая жизнь, меня вообще тут вот так понравилось, подкупила. Я вряд ли, если тут не наступит, как говорят, вообще что-то, ну, да не могу, невозможно, и вряд ли я с этой страны куда-нибудь уеду. Вот нашел то, что действительно тебе нравится. То, что здесь может быть политика не такая, да, это да, и всегда оно так было. То, что тут экономика не такая, да, хотелось бы лучше, и всегда оно что-то менялось, было и хуже, было и лучше, по-разному было. Были эти качели экономические, они тут постоянные. Люди привыкают. Не к тому, чтобы это нравилось, что здесь смиряется. Нет, не смиряется, но привыкают выживать в качелях. Но эти качели, знаете, как зарождаются, так быстро, как взлетают, так быстро и падают. Вот и так же и политики. И политики, которые быстро взлетают, они также быстро и падают. Они даже до второго срока некоторые, ну, как бы не выбираются. Так что это все ерунда. А вот именно Аргентина как страна, как люди, как вообще образ жизни, вот аргентинский такой, знаете, то самое то, что, кажется, вообще подкупает. Хотя не сразу так было, это как бы долгое время мы вообще на это не обращали внимания, надо было как бы вот не до этого тебе было, ты просто работал, но когда проходит определенное время и ты начинаешь немножко сравнивать с другими странами, думаешь, блин, да это еще хорошо, что такой островок нормальный в этом мире бешеном еще, блин, остался где-то. Так что, народ, это такое дело. Сейчас, слава богу, как бы это самое начало все так вот
устаканиваться понемножечку. То есть в каком плане, я хотел сказать, устаканиваться. Уже нету этих паломников кучами такими, а уже люди, которые приехали сюда жить, они тут устраиваются, чтобы здесь жить, и все. А паломники уже, эти самые волны паломников побежали в сторону Бразилии, там, в сторону этого. Ну, это как всегда, знаете, на поле залетает, пролетает, мимо пробегает, так и у нас. И теперь становится здесь более-менее так уравновешенно. С экономикой, политикой здесь, конечно, разберутся в конечном итоге. Это тоже урегулируется. Так что, а вы как думаете, поспорьте со мной, вот у кого в стране вот так же можно спокойно пойти там, ну, не знаю, поехать на рыбалку, разжечь костер, где захочешь, поставить палатку где-то у реки там или у озера, пожить там на океане. И не спрашивать разрешения о том, что тебе на участке там выращивать, не выращивать, полить мусор, не полить мусор. Да хоть закидайся этим мусором, никого не волнует. У некоторых такие участки, у кого-то ухожено, бассейн, красота, а в некоторых местах проезжаешь, там вообще, блин, насобирали мусора где-то в городе, привезли, вывалили все, блин, чтобы перебирать, как свалка. И по барабану никого это не печет особо, я имею в виду, там, законами не приходит какой-то полицейский, не начинает их там, блин, вычищать. Ну, что мне народ пишет? Это я так как бы вспомнил почему-то. Позавчера как раз так в эту мысль зашел. Думаю, вот интересно с этого начать. О, Мартир, Христофор, благодарю, о, хоть понаписывали. Так, приветствую вас, у вас климат классный, всего хорошего и всех благ. Спасибо. Климат у нас нормальный. Скоро весна уже будет. Даже в этом парке куча деревьев уже цветет и много отцвело, в особенности тех, которые, я имею фруктовые деревья, там абрикосы, всякие, вот это все хозяйство уже и подцветало. Так что климат хороший. Вчера мы были в парчике, было жарко, очень даже жарко в майках, и была такая жара, что ну прямо жарко-жарко сидеть было. Сегодня немножечко ночью дождик прошел, но снова подровняло температуру, чуть-чуть похолодало, но как-никак у нас же зима, ребята, не забывайте, это же все-таки зима, смотрите, видите, вот это городской парк, у нас очень много парков, зелени в городе, и 21 числа уже будет день весны, день студентов, и всякие такие весенние празднички наступают, так что да, уже есть большое желание как бы собраться на какую-нибудь рыбалку, помчаться еще куда-то. Снимайте, пожалуйста, про ваши местные православные общины, храмы, сколько их у вас, как там у вас. Ну, я раньше как-то ходил, когда, ну, как в музее. Вот дело в том, что я вам немножко про храмы, все такое немножко расскажу. Я сам человек, ну, так, неверующий, то есть я в храмы не хожу. Соответственно, как турист, если что-то такое есть, я могу зайти, я захожу, снимаю. Особенно там на канале раньше было где-то и центральный собор наш, который стоит там, ну, в центре города. И тут в районах мы заходили, снимали, и в пригородах снимали. Ну, то есть, где были, там снимали. Но чтобы специально снимать там про православие, все, я в нем не разбираюсь, не хочу. То зайдешь, еще что-то не так скажешь, не так сделаешь, и потом только будешь, как говорят, опозоришься. Так что потому я особо про это ничего не рассказываю, потому что, если честно говоря, я в этом не очень сильно разбираюсь. Поняли, да? Так что, ну, если буду мимо проходить, обязательно поснимаю. Так, тут, наверное, из Литвы приветы передают, мне так кажется. Да, много павлинов в наколках, вы правы. Да, полно, полно. Я просто, ну вот как бы идешь и видишь. Хотя, если так честно сказать, мы же тоже такими приехали. Мы же тоже, когда приехали сюда в Аргентину, аж смешно. Приехали со своей одеждой, тогда было модно. Кожаные такие куртки, знаете, там ходим. Мы тут в коже, в таких этих самых, ну это же 90-е, блин. А тут аргентинцы ходят так по-простому одетые. И одни мы тут в этих кожаных куртках. И туризм даже был такой. За кожей сюда в Аргентину ехали. Прилетали туристические самолеты, и кто там коммерсанты,
русскоязычные скупались, тогда даже был такой, ну, как бы место специальное в микроцентре, Суиспача называлось, там улица Суиспача, и вот там квартала 4, наверное, вот только магазины, которые продают шубы, кожаные куртки, потому что, ну, всяких коров и всего кожаных изделий здесь в Аргентине хватает. Они делают их для сувениров, сами они эту фигню не носят. Я никогда не видел аргентинцев в какой-нибудь кожаной куртке. Ну, а туристы, если берут, почему им не продать? И так как знали, что это только берут русскоязычное население, приезжие сюда, так там даже в этих магазинах специально набирали продавцов, одного-два, ну, то есть это аргентинский магазин, но один-два продавец это обязательно русскоязычный. Почему? Потому что, ну, надо с ними общаться, они же это покупают, они сюда с чемоданами за этими закупками приезжали. Так что да, это вот в Кажах. А аргентинцам оно вообще не интересно. Вот я не знаю, я не видел никогда лично, чтобы вот аргентинцев в коже или там... Не, ну в шубе еще какую-то бабку можно когда-то, знаете, так по старости, которая замерзла, идет в какую-нибудь свою... этот общественный центр, она еще может в шубке пройтись. Ну и тоже редкость. В основном аргентинцы попроще одеваются. Спортивное что-то или там свитер, брюки, куртка. Ну, то есть по погоде, скажем так. Не для выпендрежа. Для выпендрежа тоже некоторые одеваются. Но это, как правило, уже если свадьбы, какой-то праздник, еще что-то. Ну, это такая редкость. То есть просто так, как говорят, расписными не ходят по улицам. И это вот прикольно и хорошо, если честно сказать. Очень мне нравится. Так. У вас в Аргентине много красивых, знойных девушек и женщин. Ну да. Ну это же нормально. Тут же все-таки Южная Америка. И Южной Америки, как и бразильцы, как и вообще в южных странах, по-моему, женщины не такие, как говорят, замороченные, ну не то, что замороченные, ну как говорят, знаете, наверное, в холодном климате они такие более, это самые. А здесь жара, пляж, вон, сейчас, видите, конец зимы, какая погода, а скоро наступит 20, 30, 35 летом, может быть и под 40, а в некоторых районах так уже там начинается, все цветет и печет. Конечно, люди, как говорят, загорелые, движуха идет, почему бы и нет. Да, это правда. Спортом сильно занимается, он сейчас на другую сторону переключу камеру, вот тут вокруг этого парка постоянно мотаются девушки, вон бегают, смотрите, сколько по дорожкам. Одна, вторая, третья бежит, вон, четвертая. Да я отсюда могу насчитать с десяток девушек, которые бегают по парку. Я сам сегодня в спортзале был, о, заодно водички выпью. Камера пока в ту сторону. Я сам в спортзале был, я всегда хожу в спортзал где-то после 9 утра. Почему после 9? Потому что спортзал-то всем открывается. Но дело в том, что сначала бегут все, которым потом на работу надо. И, как правило, уже к 9 часам основная масса тех, кто прямо на работу спешит утренне, они все уже разбегаются со спортзала. То есть часик позанимались и вперед на работу. А уже те, которые, ну, как бы не на работу, те остаются. И всегда немножко меньше спортзал загруженный. То есть можно больше позаниматься, можно ближе подойти. Ну, вот, как бы не то, что ближе подойти, а более свободных есть всяких этих тренажеров, на которых можно попользоваться больше. И вот всегда так было до этого месяца. То есть, а сейчас вот прихожу туда с утра в 9 часов, все занято, все занято. Я говорю, откуда они понабирались, они все, что, на работу перестали все ходить? Это говорит, ага, это потому что, блин, до лета осталось пару месяцев, вот и поприбегали уже, все, подтягивать фигуру, типа, загонять пирожки, уже поприбегали в спортзал, потому что скоро лето, скоро, как говорят, надо более открытыми ходить, и все, там, блин. Все сидят в спортзалах с утра, даже после 9. Вот я там час занимаюсь, все, весь спортзал забитый. Буквально вот с этого месяца началось. До этого было поспокойней. Так, что мы имеем? В России так, ага, так, я читал, в России как раз так, да, там можно, вот что хочешь, что у себя на дачном участке сделать.
и выращивать как хочешь, и все остальное. Да только мне кажется, что что-то вы, блин, мне это самое заливаете. На, уже в России так. В России это уже не так. Может, когда-то так и было, не надо сравнивать с тем, что есть, и с тем, что будет. Все-таки здесь, вот я же говорю, кто-то может сказать, что это более отсталые, то есть у них там не такие законы, не так, не то, не все, а мне вот нравится, мне вот нравится. Вот если бы оно так вот и оставалось, я имею в виду именно, ну, не ущемляли больше народ, не ставили больше преград, то это вообще было бы хорошо. Потому что везде, как ни посмотришь, тебя только ущемляют. Что перегоняют там уже в эти карточки, в банки, загоняют чуть ли не насильно, то есть везде тебе ограничивают, за наличку не заплатишь, за то не купишь, за это не купишь, за наличку, все через перечисление, все, чтобы было видно, блин, что ты там заплатил, откуда ты взял, чего ты, то есть тут тоже такое начинается, но еще все-таки в Аргентине страна очень большая, интернет не везде есть. Не то, что интернет не везде есть, то есть их не подгонишь особо к онлайну. Тут даже в некоторых провинциях не везде телефонная сеть работает, потому что от поселка до поселка несколько сот километров в некоторых местах есть. Можно и 30, и 50, и 100, и 200 километров не встретить никакого поселка. Соответственно, там нет никаких вышек телефонных, соответственно, там даже интернет не работает. И тех людей, которые там в этих одиноких поселках или городках небольших живут, пойди загони их в онлайн, там в онлайн платежи и все остальное, онлайн фактуры, ну то есть вот счета выписывать. Так как ты их загонишь, у них есть, того нет. Так что здесь в Аргентине все-таки люди еще, правильно, вот как мне тут написала, мы любим еще банки, но трехлитровые, то есть складывать. Долларам верят, наличку покупают, то есть вот пришли с наличкой, купили квартиру, нормально, а пойди ты блин, купи в Европе за наличку себе целую квартиру, ну то есть, наверное, какие-то случаи есть, но необычное это явление, а здесь еще пока тфу-тфу-тфу, слава богу, нормальное явление, можно и так купить. Так-с. Насчет турников и тренажеров. Почему у вас мало их в парках в Аргентине? У нас спортивные комплексы и тренажер турников на каждом шагу, в каждом дворе, в каждом парке. А я объясню. Дело в том, что в парках у нас, конечно, есть. И в каждом парке есть. Если я сейчас поверну камеру и покажу пальцем, вы увидите турники и тренажеры. Так, как бы так правильно вам показать. Ну, в общем, вон там идет женщина в красном. И машина красная стоит. Вот между ними площадка с тренажерами стоит. Потом в этом парке сколько вот таких площадок есть? Сейчас скажу. Вот первая там площадка. Одна в начале парка есть площадка с тренажерами. Потом за этим озером вот в ту сторону у нас получится площадка с тренажерами. Озеро, видите, большое. На выходе с парка еще одна площадка с тренажерами. То есть в этом парке 4 или 5 площадок с тренажерами. Они есть. В нашем парке маленьком, который около нашего дома, тоже площадка с тренажерами есть. Там очень много. И, как говорят, много приехавших и гуляет, и занимается, и все остальное. Практически во всех парках есть площадки с тренажерами. Другой вопрос, что, как вы говорите, ну вот у нас в каждом дворе. Здесь Буэнос-Айрес построен так, что здесь нет около каждого дома двора. Основной массе это только, ну, как бы и новые такие постройки, где может быть такое, что 1, 2, 3 здания, многоэтажки, обгорожены одним комплексом, то есть одним двором, и у них есть этот двор. Тогда у них там тоже есть. А так в основном тут не одиночно стоящие дома. Вот мы когда-то раньше жили все дома, у нас тоже было так. Одиночно стоящий дом, около него есть, как говорят, везде подъезды и отъезды, какие-то площадки, на этих площадках что-то устроено. Потом через определенную территорию, не занятую, второй дом стоит, и все. Это совсем другая постройка. Здесь не так все происходит. Здесь происходит, что здесь в основной своей массе все кварталами. То есть вот квартал это 100 метров, 100 метров на 100 метров на 100 метров, квадрат такой, и он весь застроен домами, все дома впритык друг к другу, то есть у них нету никакого пространства. Первые этажи это под магазины, под всевозможные офисы, магазины и все такое.
и только между ними, между магазинами двери, чтобы зайти в дом и подняться на верхние этажи. Соответственно, какие тут могут быть дворы. Потом улица с тротуаром и снова такой же квартал на следующем. Конечно, у нас нету этих вот дворов, и, соответственно, если нет дворов, то и нету площадок. А где парки? Везде в парках есть площадки. Так что в этом вопросе как раз есть. Я раньше, когда в спортзал не ходил, но был такой период, что я хотел как бы чем-то заниматься. Вот сюда где-то я приходил пешком, не знаю сколько тут километров, но я приходил утром или прибегал, бегом занимался, пока спина не заболела, то прибегал сюда бегом, занимался здесь на этих площадках. Это было еще где-то в 2013 году. Мы только-только начали снимать на этот канал. Да, в 2013-2014 году я прибегал сюда на площадках заниматься в этом парке, на спортивных, вот этих государственных, которые просто стоят тренажеры. Так что тренажеров как раз хватает. Такс. О, Нила, привет из Монреаля. Привет, Монреальчик. Вот, видите, мне тоже нравится много у вас в Аргентине. А есть люди, мы посмотрели, встречались, ну, тоже тут с подписчиками, как раз позавчера. Ну, как встречались, случайно встречались. То есть мы сидели в парке, отдыхали, они подошли, поздоровались, говорили, что мы вас смотрим. Ну, стали, разговорились. Сначала на 5 минут, да, наверное, минут 40 так и проговорили. Вот эти ребята тоже говорят, мы приехали, вот, в принципе, как бы, ну, с учетом того, что мы навсегда сюда приехали. Они открывают свой бизнес, открывает свои кафешки, занимается другими делами. Ну, кто на что тянет, это. То есть очень многие здесь останутся. Это всегда так было. Мы когда приезжали, думаете, мало сюда летело тогда народу, тоже летело. Это как раз были 90-е годы, только как бы распался этот Советский Союз, начали люди пробовать, что такое за граница, многие летели, каждую неделю один самолет прилетал, и на улицах всегда можно было встретить новеньких. Но многие остались, многие уехали отсюда в другие страны, а очень многие здесь не задерживались буквально сразу. То есть я даже, это уже как анекдот ходит, но все равно были такие люди, которые прилетали, один раз по городу пробежались, начали плакать, зарывались в гостиницу, плакали там неделю до следующего рейса, когда следующий рейс раз в неделю прилетал, полетит обратно, накупили зубочисток, чемоданы с этими зубочистками на следующий рейс и давай с Аргентины ноги делать. Потому что они сразу уже все, она уже плачет, она уже не может, здесь, она уже хочется до дому, Так что это всегда так было, и сейчас так будет, так и сейчас. Паспорта раздавались халявно, прибежала толпа, закрыли халяву, убежала толпа, а многие останутся здесь жить и будут тут жить, и даже если сейчас, может, им трудно, но они все равно, их дети устроятся, они устроятся, и в конечном итоге лет через 5-10 будут рассказывать так же, как и я, что в конечном итоге они найдут свое, за что им будет это нравиться. Так что это все обычное явление, не только сейчас, так и раньше было, так и происходило, все время так происходило. Кто-то приезжал, у нас очень многие знакомые и друзья, которые, ну вот как бы мы сюда прилетели, все, кто уже в Штатах, кто в Европе, кто домой вернулся со сказками о том, что ой, будем это самое, на родину хочется, не могу, на чужбине, вот эти все сопли тоже там, у всех по-разному происходит. Так что, ну, конечно, большинство, я мало кого знаю, кто прямо вернулся на родину из чужбины, больше все-таки знаю тех, кто уехал в Европу, в Штаты, там зацепился. Хотя не все прямо зацепились круто. Кто-то зацепился и пошли нормально жить, а кто-то, как говорят, убирал там, убирал здесь, и там, и в Америке убирает до сих пор, уборщиком работает. Это у всех по-разному, как сложится, не везде. Но все равно, за что можно уважать таких людей, за то, что они хотя бы попробовали, хотя бы рискнули, да. Многие будут сидеть в своем болоте, их вообще куда сдвинуться, будут только в интернете всех хаять. Что не, и то, и все не так, и это не так. А все-таки многие люди, даже когда побывали и уехали, они уже на голову выше, они хоть попробовали. А кто-то и не попробует никогда в жизни. Он, кстати, на той стороне реки тоже куча гуляет, приехавших ребят с колясочками.
Я пока сидел здесь, я всех не показывал, но я уже смотрю, тут просто, тут вообще райончик такой, где облюбован новыми людьми, приехавшими, а их здесь очень много в этом районе. И сюда приходить, в этот парк, приятно погулять. Видите, как-никак здесь вода, вот самолеты только слышно летают и все, потому что за мной сзади аэропорт находится. Вот прямо здесь это городской аэропорт, потому периодически вы будете слышать самолеты, они садятся и взлетают вот здесь. Он дорога, водоканал, и за водоканалом, ну, Aguas Argentinas, то есть фильтры аргентинской водоснабжения стоят за мной. И все, и сразу аэропорт, потому все самолеты здесь. Кто не знает, а может кому интересно, то в Буэнос-Айресе, ну, 2 аэропорта. Один интернациональный Эссейз, а он находится подальше за городом, минут 40 на машине, надо 45 ехать. А второй находится прямо вот за мной, это, так сказать, в черте города аэропорт. Ну, этот, который в черте города, в основной своей массе, это аэропорт, который самолеты летают по Аргентине, во всякие провинции, ну и ближайшие страны, наподобие Уругвая. Че, Уругвай через речку перелетел, и Уругвай. Он, Чили, вот это все такое, которое тут по соседству совсем. Ну, а те, которые уже между континентами, то те, конечно, с Эссейза уже взлетают. Так что периодически будем это слышать. Шум самолетов садящихся. Так, 3 года жил в Аргентине, сейчас уехал, потому что 2 Аргентины. Я узнал, Аргентина до Милея, чудесная страна, и Аргентина после Милея, страна клинического психопата. Не, дело в том, что, ребята, я вас понимаю, но понимаешь как? Если ты собираешься жить в стране, ты живешь в стране, а не от того, кто там сегодня правит. Он сегодня правит, завтра не правит. У нас такие качели были и будут. Это же не то. Слава богу, ну, как бы так и есть на самом деле. Здесь как бы все-таки существуют выборы. И на выборах президенты как избираются, так и пролетают. И это было и с кичнеризмом, они избирались и пролетали. Это было с Макри, который пришел с такими же идеями, только немножко, ну, не настолько резкими, как у Милея, но тоже с такой же самой идеологией, со всем тем самым. И в конечном итоге он на 2-й срок проиграл даже худшим кандидатам, которых можно было только представить. То есть его больше не выбрали. Очень многие, кто голосовал за нынешнее правительство, в том числе и я, 2-й раз не пойдут за него голосовать по-любому. Соответственно, не знаю, что будет на следующих выборах. Я думаю, что таких, как я, найдется очень много. Также, знаете, как бы из-за того, что кто там пришел править в данный момент, шарахаться туда-сюда и считать, что страна плохая, тоже нельзя. Ну, сегодня один правит, завтра может быть совсем другой. Так что это, как говорят, переживем. Не самые страшные в мире. Так что да, была страна до Милея, можете сказать, сейчас страна при Милее, но будет страна и после Милея. Это никто у нас тут не вечен на посту больше 2 сроков, пока никто не сидел и сидеть не будет, надеюсь. Пока что в Аргентине это не происходило. Это все-таки страна очень отличается от тех царей, которые там сидят, как говорят, первый президент и последний президент. Как был еще секретарем коммунистической партии, потом стал первым президентом и до бесконечности цей первый президент, пока сыночек не подросте. Потом сыночек подрос и стал сыночек править. Или как у некоторых там куча родственников правят. У нас хотя бы этого нету. Вот. Да, и люди-то хотя бы выступают, критикуют. Вон, на выборах уже в одной провинции продули 26 октября 2-е выборы по всей Аргентине. Посмотрим, как говорят, сколько проголосует за партию правящую на этих выборах. Так что это обычное явление. Тут люди как бы сами посмотрят на то, как живут. И если им это будет нравиться, они проголосуют за это. Если кому-то будет не нравиться, он больше за это не проголосует. А все-таки голоса здесь считаются, и после этого подводятся итоги. А не так, что накидали, чего попало, блин, и потом рассказывают. Да не, но у нас вообще другого человека нет. Всю жизнь он должен править, потому что у нас просто другого царя, блин, нету, батюшки. Ну, здесь такого в Аргентине пока не происходило. Надеюсь, что сюда эта зараза и не дойдет. В смысле, блин, бесконечно править.
Надеюсь, что все-таки будут избирать. Плохо, можно и раз наколоться, и 2, и 3, и 10, а можно и вообще много раз наколоться. Тем более, ну что, не все же, которые потратили миллионы для того, чтобы избраться в правящие органы, а потом им же надо отбить бабло. Они, конечно, будут за это держаться. Спору нет, они же не идут для того, чтобы сделать красиво, чтобы мы красиво жили, там, я, ты, еще кто-то. Они идут туда бабло свое отбыть и приумножить. Так что это дело такое. Юрий, куда уехал, если не секрет? О, Лео, прекрасно выглядите. Спасибо за эфир, пожалуйста. Ну так надо, весна на носу, лето на носу, надо будет на пляжу фигуристым быть. Вот и прекрасно выглядим, надо ходить в спортзал, заниматься, дышать свежим воздухом. Вон, стримить, сидеть на свежем воздухе. Так, Леонид, у вас вкусные продукты из мяса. Может и дойдет, всяко может быть везде. Это правда. Леонид, есть такое, чего вам не хватает в вашей стране? Да полно, блин, конечно есть, бесспорно есть. Денег мне не хватает. Что тут сомневаться? Вот это то, что мне не хватает в нашей стране. Если у меня будет больше денег, у меня все будет хватать. Мне будет все по барабану здесь. Я имею в виду, что мне все будет хватать. Я найду, где его купить. Так что вот где мои спонсоры, где, блин, большие перечисления по пару биткоинов, ну хотя бы по одному биткоину быстренько перечисляйте. И все, я вам буду показывать, как в Аргентине все есть, все хватает. Как можно купить и это, и самолет частный, и яхту, и лодку, и все купишь. Так что вот чего не хватает. Не хватает только денег, если честно сказать. Остальное, свобода у нас есть, денег нет. И когда появятся деньги плюс свобода, спокойно куплю все остальное. Паспорт есть, полететь могу куда хочу, не куплю здесь, куплю, блин, в соседней стране привезу и все равно. Так что, ребята, тут все очень просто. Если не перекроет здравоохранение, как сейчас пытается перекрыть и рассказывать сказки о том, что инвалидам платить не надо, здравоохранению платить не надо, учеба это тоже все раскол, развод и все такое. Ну, то есть, так если это все не перекроет, это вообще прекрасная страна, потому что до этого все-таки как-никак медицина была и платная, и бесплатная, и не такая бешеная, как сейчас. В каком плане бешеная, я хотел сказать. Сейчас, по-моему, сегодня, кстати, будет выступать наш герой и будет рассказывать о новых мерах всяких. Я еще не знаю, может, он уже сейчас и выступает, а может и нет. Ну, вечером узнаю, расскажу, что там нового придумали. Но то, что в среду пойдут бастовать медики, студенты, как всегда, пенсионеры, еще кто-то, то это точно. Потому что вечно у нас рассказывают, что типа денег на госпиталя, не, это пустая трата времени. Деньги на пенсионеров, пустая трата денег, бюджета. Деньги на учебу, пустая трата бюджета. Деньги депутатам, блин, так они же больше всего работают. Это нормально, это в 10 раз можно поднять. Ну, наверное, как у всех, да? Ну, как говорят, мы это переживем. Подождем и переживем. Так что посмотрим, если будет больше денег, все в Аргентине будет хватать. Я имею в виду простого человека больше денег, потому что у тех, кому хватает, у них и так уже до хрена сегодня денег. Это наша такая жизнь. Так, что еще народ меня спрашивает? Как вам такие посиделки, нравятся? Похоже, нравятся. Так... А вкусные продукты из мяса, потому что мясо у нас, честно говоря, не в стойлах стоит, а по полям бегает. Едете, видите вокруг этого сколько коров. А когда мы приехали сюда, было еще больше всяких коров. Кампо вообще было такое, едешь, одни коровы направо, налево от дороги. Потом пришли одни, которые начали это кампо забивать до смерти, блин. Потом пришли другие, которые начали, блин, с этого кампа выдаивать бабки, то есть не давать им продавать
как они хотят. Соответственно, стало невыгодно, помощи никакой, и коровы начали уменьшаться. А то, что осталось, начало продаваться на экспорт. И только когда уже у своих там совсем в магазинах начинается какая-нибудь недочет и пустота, начинает там перемороженное мясо доставать. Раньше, конечно, такого не было. Раньше все-таки, когда собиралась компашка аргентинцев с друзьями посидеть где-то хорошо, типа на какой-то праздник, то они покупали поросенка в супермаркете, целого поросенка. Я до сих пор помню эти посиделки моих, как говорят, знакомых аргентинцев. Он говорит, мы там собираемся с друзьями, 10 человек нас будет в общей сложности, то есть 5 семей там с женами. И будем делать осаду, там то все, то есть надо, говорит, поросенка поехать купить. А раньше тушки прямо такие висели в супермаркетах. Вот выпотрошенная тушка, все висит. Они приходили, до сих пор помню, сколько стоил. Это стоил поросенок целый, с головой, с лапами, просто выпотрошенная тушка поросенка молоденького, молочник, как их называют, стоила 50 песо. Да, это было много, это было целых $50. А теперь пойдите, купите за $50 поросенка. Мы такие свободные, как я вчера был в парке и разговорился с аргентинцами, тоже своими знакомыми, подписчиками, там, семьями, которые на рыбалке в парке были, а мы там гуляли. И они говорят, сейчас же, говорит, мы свободные. Я говорю, да, конечно, свободные, спору нет, мы теперь свободны мечтать о всем, чем хотим. Но, кажу, экономическая свобода наша заканчивается в парке, как подумаешь, сколько бензин стоит, и все остальное, думаешь, да нахер, поеду в парк, погуляю лучше. Так что, да, это такое дело. Но это не значит, что надо теперь, плакаться, я побегу туда, я побегу сюда. А если снова правительство поменяется, вы снова сюда побегите, потом снова отсюда побегите, потом еще куда-то побегите. Так и будешь бегать бесконечно по всей этой жизни. Это дело такое. Мы здесь переживали и худшие времена, когда у людей денег не было, в 2000-е здесь были, мы их называли перестройка. Были тут такие, которые... И были периоды, уже точно не помню, чтобы не врать, за сколько там, за 2 недели или за 3 недели по 7 президентов тут менялось. И такие периоды были. То есть помню до сих пор, там, по-моему, то ли с Мендосы, то ли откуда там один утром принимал присягу, что он согласен стать президентом, вечером подавал в отставку. На следующий день выбирали следующего. Также Аргентина проходила эти все качели, и не раз проходила качели. Я думаю, эту качелю тоже пройдут. Понятно, бывают более болезненные, менее болезненные периоды, бывает. Но все-таки они хотя бы заканчиваются. Это не бесконечный процесс. Текс. Чего мы тут еще спрашиваем? Через 10 лет Аргентина вернется в экономическую стабильность. Почему через 10 лет? Я думаю, быстрее вернется. Тем более стабильность. А что считать стабильностью? То есть, что конкретно вы считаете экономической стабильностью? Это когда что? Когда у кого бабло? Так что я не знаю, тут экономическая стабильность может называться фраза интересная, но на самом деле, знаете, если эта экономическая стабильность достигается обнищанием народа, я не считаю, что это какое-то достижение, Так что, посмотрим. Я думаю, все решится гораздо быстрее, чем некоторые себе представляют. Где вы покупаете дорогую технику? Прошу, чтобы кто-то подвез. Прошу, смотря какую технику. В Амазоне наконец-то пришла. Я же, наверное, не рассказал вам историю. Кто меня давно смотрит про Амазон, я рассказывал, как мы подставку покупали. Неля даже спрашивала, какую подставку. Наверное, хотела мне подарить одну из Канады. Так переломали раз, переломали два на почте эти все подставки. Потом наушники, как говорят, сказали, что они очень вредные, что их уничтожила прямо адуана, то есть, наша таможня.
Но в конечном итоге я же все-таки смог купить одну подставку для камеры, и она прямо дошла. Только не стал я надеяться на бесплатную доставку в Аргентину на Амазоне, а вот там, если больше $100 покупаешь, то бесплатная доставка в Аргентину. Но что-то потом как-то оно все ломалось по дороге. И я в конечном итоге взял одну и, ну, как бы $30 за доставку, сказал, пускай лучше так. И HDL доставила за 10 дней. Вот эта почта HDL. Через 10 дней пришли, просто ничего нигде не тамажировал, там они все сами сделали. Через 10 дней в двери позвонили, пришел перед этим имейл, сообщение, что вам уже едет, что уже все. И раньше, чем был срок написан, привезли, и в двери позвонили, привезли мне подставку с этого самого, с Амазона в конечном итоге. И еще я наконец-то получил свой этот экран, как матрицу для ноутбука, которая история, это так насчет посмеяться, как говорят, лирическая пауза, юморная пауза. Когда-то я приехал с отпуска с океана, и на моем ноутбуке матрица забарахлила, в общем, перестала включаться, только 2 полоски осталось. В конечном итоге не мог нигде ее найти, нашел на Амазоне или в Китае, где-то, не помню где, в общем, не доставляли, я уже там просил других ребят, которые возят, они что-то тоже не смогли доставить. В конечном итоге попросил, как говорят, это самое, знакомых в Америке, они мне купили там и решили их послать. И вот в конечном итоге в Америку с Китая пришло за несколько дней, потом послали американской почтой в Буэнос-Айрес, послали в начале февраля. Я еще потом, по-моему, в марте снимал видео, рассказывал, что оно 150 раз туда-сюда между Майами и другим городом там шлялась, эта посылка. Потом она вообще пропала из почты, то есть просто перестали ее указывать, что она вообще существует. И я там смеялся, говорю, вот видите, не только аргентинская почта такая, американская такая же. В конечном итоге, что вы думаете, эта посылка в конце, когда в прошлый месяц, в августе, в конце августа она появилась там, в Штатах, у дверей отправителя. Кто ее в начале февраля отправил, вот в конце августа он ее там же и получил. И потом он ее передал мне, и я уже установил эту матрицу на свой ноутбук. Мне ее просто привез человек, который оттуда летел, привез в рюкзачке эту матрицу. Так что вот как можно купить вещи, да. Камеры, вот я показывал тут обзор на камеры, которые мы купили, мы тоже купили там. Купили на Амазоне, а потом нам человек их просто привез. Потому что по-другому это сложно купить дорогую вещь, это очень большие налоги. Или же искать каких-то хороших поставщиков. Бывает такое, я вот, допустим, свой ноутбук дорогой, который игровой, такой, которым я монтирую. Я в игры не играю, но я на нем монтирую, мне он очень нравится. Вот. Gigabutte Aero. Вот. Я его купил в Аргентине, и тогда тоже была интересная история. Я его купил дешевле, чем он продается производителем. Почему получилось так? И кажется, как это возможно, что у производителя будет дороже на фабрике, чем я купил его в Аргентине. Это потому, что в то время у нас было разные курсы доллара. Был курс государственный и был курс blue, как мы его называем, то есть голубой курс. Да, у нас есть голубые курсы, доллара, все у нас есть. И голубые курсы. И они очень сильно отличались в разы. Соответственно, официальные поставщики всякой техники электронной, компьютерной, они зарегистрированы в налоговой инспекции, все, и они должны все продавать по государственному курсу доллара. Получается так, они купили за границей, допустим, за $2000 ноутбук, привезли его сюда, доставили. Да, он стоил где-то около 1600 или 1700, я смотрел на сайте производителя тогда, когда покупал. Они купили его, к примеру, за $1600 на фабрике, привезли в Аргентину, добавили налоги, добавили все. И пускай там, ну, так как они оптовики, продают, ну, грубо выражаясь, продают за $2000, да, ну, здесь в Аргентине. Тоже по оптовой цене, потому что так как я занимаюсь компьютерным сервисом, я у них был, у этих оптовых поставщиков был как оптовый покупатель. Но
они должны в Аргентине брать песами, а не долларами, потому что тогда так было. То есть ты по государственному курсу, но песами. А чтобы получить по государственному курсу столько песов, ты мог продать, взять доллары, допустим, $1000, продать его по курсу Blue, по голубому, и ты получишь ту сумму, которая выходит вот по государственному. Соответственно, получается так, что пошедший в обменный пункт и поменявший там $1000, ты получил столько денег, сколько по государственному это стоит как бы 2. На этом многие выигрывали, некоторые у нас так машины покупали в то время, и мои знакомые, вот друзья, покупали машины в такое время. Я даже, греха не буду таить, тоже хотел купить джипа в одно время, ну потом передумали, подумали, нафиг, ну как бы он нужен, хотя бы, наверное, надо было купить Тойоту какую-нибудь там. Оно выходило так, что ты тогда в то время мог там поменять, ну не знаю, там $6000, если бы ты обменял, пошел в ПЭС, и это бы вышло чертова гора денег, и мог бы пойти и купить. Ну, правда, это длилось недолго. То есть бывало такое, что доллар так скаканет, а государственные вот эти все компашки, которые официально работают, они не имеют права просто так цену ни с того ни с сего бахнуть. Они по государственному и за ПЭСы должны продать. На этом многие в то время, ну, как бы, наживались и жили и так, и потому многим нравилось, иностранцам то же самое. Все говорили, да, я приеду с $1000, буду жить тут как король. Ну, правильно, потому что будешь жить как депутат. Продал $1000 по голубому курсу, получил чертову гору денег, а по государственному курсу там, так сказать, ты столько бы денег в долларах не получил бы. Это сейчас по барабану, там государственный курс и такой курс, он почти одинаковый. То есть это чуть взлетит, государство быстренько свой курс поднимает, а еще быстрее цены взрастают. Почему? Потому что никто из аргентинцев, кто имеет какой-то магазин, какую-то фабрику, еще что-то, он вообще не будет ждать, что теперь государство делает. Он просто берет и, разлетело, значит, он цену на свои продукты продал, и, ну, в смысле, поднял. И это правильно, потому что иначе он не проживет. Это так вот и выкручиваются все. Тем более сейчас же мы как бы типа свободные, мы можем делать, что хотим, ну так, как бы так, в кавычках. Соответственно, кто имеет хоть что-то насчет, что можно другого развести на деньги, то это все разрешено. Вот сейчас, по-моему, медицинские страховки, дай бог, чтобы это было неправда, но, по-моему, сегодня там ходят слухи, должны объявить, что медицинские страховки могут гнать цену до небес, то есть сколько ты хочешь, столько и бери, а сервис можно вообще почти не давать. То есть хочешь, можешь даже и не это самое, и ничего там особо. Раньше был какой-то минимум, который медицинская страховая компания не имела права не делать, ну, наподобие там раковым больным, еще какие-то операции сложные, она по-любому должна была тебе делать. А теперь что-то ходят слухи, может, это брехня, не знаю, еще не слышал, что могут ему убрать этот минимум, и он хочет делает, хочет не делает, ну и что, а я не хочу, наша свобода, вот и все, платить ты обязан, а делать ты свободен, можешь делать, можешь не делать. Ну, прикольно, конечно, история с этим всем, но я думаю, что она так бесконечно не будет длиться, эта история, потому что это затрагивает все-таки большой слой населения, это затрагивает студентов, медиков, просто людей, инвалидов, это вот пенсионеров, и бесконечное обдирание их карманов, я думаю, ну, как бы долго нравиться не будет всем этим людям, и посмотрим, чем дело кончится. Так что, ну, мы снова туда перешли, хотя про Аргентину, ну, хотя бы, ну, да, про Аргентину, конечно, жизнь в Аргентине, это и есть Аргентина, а как же? Так оно и есть. Так, пока уехал в Европу, как только уберут чудо Милей, обязательно вернусь в эту прекрасную страну. Ну да. Почему русские так плохо отзываются о вашем президенте Милея? Ну, зря, лучше бы они о своем президенте чаще отзывались, может, что-то поменялось бы, А то всегда прикольно отзываться в другой стране, правда? О другом. О своем можно поотзываться немножко. Там тоже есть чего обсудить. Пугачева дала интервью 3-часовое
сразу правильно, вот, к примеру, мне кое-кто там подсказал, что, говорит, я сам не смотрел, но, как бы, отрывки слышал, и мне, ну, как бы, конечно, я с ней совсем согласен. Вопрос не в том, вопрос в другом, которые обратили на статистику, там, сколько там за день или за два, там, что-то 13 миллионов посмотрело это интервью, и 200 или 300 тысяч поставило лайки. То есть, какой процент людей туда и какой процент таких, которые, ну, не будем обзываться. Ну, факт есть факт, сами сделайте выводы. Что значит, я же говорю, какой процент посмотрел и какой процент, как говорят, поддержал ту же самую Пугачеву. Так и здесь. Обзываться о чужих странах всегда прикольно. Вот про свою пускай расскажут сначала. Я смотрю на рыбака, здесь ловить нельзя рыбу, но он и не ловит, он просто тренируется забрасывать. А в парках забрасывать можно, вот покажу вам, смотрите, как человек занимается, видите, вот ходит. Сейчас спрошу, клюет, не клюет у него хотя бы что-то. Бандия, ай пики, ну? Говорит, не клюет. Врет, клюет это хорошо, просто он ходит, чтобы полиция не забрала, бы в парках ловить точно нельзя. Здесь можно только бросать этот самый, ну, в общем, вам никто слова не скажет, если вы придете и будете забрасывать здесь, к примеру, тренироваться, забрасывать нахлыстом или что-то такое, но только без крючка. Я даже в таких парках периодически тоже, когда хочу попробовать потренироваться нахлыстом, я просто кусочек хлеба привязываю на, ну, просто на леску, на окончании, и забрасываю просто кусочек хлеба такой, без крючка, без ничего. И бывает даже черепаха кидается на это. Здесь очень много в этих озерах карпа и других рыб, черепахи. Ну, в общем, живности хватает. Конечно, запрещено в городских парках ловить рыбу. Чувак ходит, тренируется как бы. Можно бросать тут удочку для тренировки без крючка. Такс. А тут обсуждают, что они хотят Путина, почему уехали. Кстати, я бы сказал так, что, знаете, это еще нормальные люди, которые уехали от этого всего дела. Они хотя бы соображают в том, что там понравится, не понравится. Я понимаю прекрасно, что они бы сюда, в эту Аргентину, и 300 лет не поехали, если бы их хоть куда-то еще пускали. То есть, допустим, пускали бы их в Европу, там, в Америку, они бы вряд ли приехали в Аргентину. Они сюда попали потому, что их в другие страны не пускали. И ладно, но они хотя бы не пошли на фронт там, блин, не начали там за бабло ходить, убивать, грабить, блин. Они взяли своих детей и уехали. И это правильно, молодцы хотя бы. Потом, когда-нибудь не понравится Аргентина, переедут в другую страну. Но это люди, которые не схватили автомат, не набухались и не пошли убивать за бабло. Так что, честно говоря, пускай лучше они здесь вот живут, строят свою жизнь, добиваются, строят свои бизнеса и воспитывают своих детей, чем участвуют в этой дебильной войне. Так что я лично нормально отношусь к тому, к людям, которые, особенно, я говорю, молодых людей, не те, которые потом побегут после войны, которые тоже будет. Так же было, все раньше смеялись. О, Аргентина это что? Это Аргентина, куда немцы после войны потекали? Нет, Аргентина это будет, куда и другие потом после войны начнут текать. Это то же самое будет. А вот сейчас люди просто, да, они не согласны с этим всем. Они взяли и уехали. Это нормально. Лучше так, чем дебилами оставаться там. Так что нормально, что русские сюда поуезжали. А то, что некоторым тут не нравится, да спору нет. Я говорю, они бы наверняка сюда и не поехали, если бы можно было сразу поехать в какую-то страну. Я в этом тоже уверен. Это не потому, что все, что сюда приехали, это потому, что им тут Аргентина сильно... Они захотели, насмотрелись дядю Леню, блин, и им просто понравилась Аргентина, они приехали. Они приехали сюда, потому что не было возможности поехать в другое место. Но из тех, кто сюда приехал, их очень много останется здесь, потому что они реально увидят, как говорят, возможности Аргентины и останутся здесь. Это тоже правда. Многие уедут, да, уже уехали. Дальше пошла, как говорят, волна, понесло. А многие останутся. Вот просто, даже сначала останутся
ожидая документы, бо сейчас же сделали, чтобы получить документы, надо 2 года здесь прожить. Раньше такого не было, приезжали, рожали их, оставляли доверенность и уезжали, а документы потом почтой придут. А теперь сказали, что надо 2 года хотя бы посидеть. И многие не хотят терять эти документы и остались. Это тоже люди, которые, ну, как бы не настроены жить здесь дальше. Они просто хотят выждать вот эти свои 2 года, чтобы получить эти аргентинские паспорта, по которым они смогут ездить, как говорят, и в Америку, и в Европу, и куда захотят. И потом уедут. Но многие из тех, кто здесь просидит 2 года, они поймут, как здесь живут, устроят уже какой-то свой бизнес, привыкнут и останутся. Даже те, которые думают, что уедут, из них половина останется. Так что тут дело такое. Все люди разные, и в Аргентине, но здесь все-таки нормальные люди здесь остаются. Так, Леонид, в Аргентине тоже так же любят сериалы, как и в Бразилии? Не знаю, я не смотрю. Знаете, это какой-то парадокс, но, знаете, в каждой стране... Сейчас как-то я не вижу и не слышу о том, что тут кто-то смотрит эти сериалы, смотрит вот эти все сопли телевизионные. Артисты, те, которые когда-то было. Раньше же дело в чем? Тут же еще разные вещи отношения к телевидению. Когда-то не было интернета, когда-то вся культура была в телеке. Все артисты, которые там за правительство были, получали какие-то гранты, получали какие-то как бы на съемки своих фильмов деньги, они снимали, потом же на телевидении их же и показывали, и они бабло отбивали. То есть, конечно, была эпоха вот этих вот сериалов. Ну а теперь кто вообще смотрит телевизор? Я не знаю, я вот не смотрю телевизор. И не слышу, и не обсуждаю никогда ни с кем, что там по телевизору кто сказал. Ну, если, к примеру, кроме как что-то будут обсуждать очень сильное, что-то случилось, и будут там обсуждать по телеку, и там люди будут смотреть. Ну, чтобы сериалы, если сейчас существует интернет, если существует ТикТок, Фейсбук, YouTube, куча. Я вот, допустим, смотрю только фильмы, которые нахожу вот там через YouTube, через другие сайты. Но Netflix и все остальное, я смотрю оттуда фильмы, мне больше там нравится. Я не буду смотреть сопливые сериалы, которые были когда-то, еще там Изаура плачет, еще какая-то хреновина, там вот это. Да и, по-моему, и аргентинцы их никто не смотрит уже. Уже это прошло. Никто их не подкармливает, у самих у них особо таланта там тоже, знаете, если не сильно кормить, то будешь таких скачущих за правительственные деньги уже мало осталось, правительство жмется, теперь не раздает, а конкурировать, раньше у них не было конкуренции, что не снимут, то что не покажут по телеку, то и счастье. А теперь есть молодые люди, молодые таланты, которые могут наснимать даже через YouTube или другие какие-то страницы, такие сериалы, такие мультики поделать, что в 100 раз смешнее, чем любые те сопли, которые были когда-то. Так что, не знаю, я не видел никого, кто здесь смотрит какие-то сериалы. Во всяком случае, в данный момент. И не слышал. Ну, от своих знакомых, во всяком случае, никого не слышал ни про какой сериал вообще. Так, добрый день. Расскажите, чем школы Аргентины отличаются от украинских? Спасибо. Слушай, значит так. Во-первых, я не знаю, какие сейчас именно украинские школы. Потому я буду просто рассказывать про аргентинские школы, что знаю, потому что, ну, уже как бы чуть-чуть назад отошло, уже сын младший закончил университет, так что в школу теперь только вспоминать надо, что там было у него в школе. Но я не буду сравнивать с украинскими или с другими. Почему? Потому что я не знаю, какие они сейчас. Может, если я буду сравнивать с тем, как я в школе учился, так это будет вообще какой-то уже динозавр. С динозаврами надо... Опа, у меня телефон свалился. Положил на сумку, а он попытался свалиться. То с динозаврами надо сравнивать. Так что расскажу только, чем, мне кажется, здесь отличаются школы. Это тем, что здесь я не видел никаких вот этих, ну, типа домашних заданий. То есть они ходят в школу, учатся в школе. Тут нету такого, что приходишь в школу, а тебе говорят, а почему он у тебя еще там на английском не разговаривает, почему он у тебя еще не читает, почему он у тебя еще алгоритмы не решает.
То есть туда люди идут, там учатся, а они приходят туда, чтобы поздавать экзамены, а должны учить их дома родители. Это раз. Второе, я не видел, чтобы когда-нибудь задавали какие-то учить патриотические стихи или еще какую-то хрень патриотичную. Вот это никогда не видел, чтобы здесь задавали учить. То есть мне кажется, что здесь больше учат какому-то вот общению между детьми, с какой-то социальной интеграции в жизнь. Но никогда я не видел, чтобы Ник, вот он ходил в школу, ну и Максим старший еще ходил в школу, он приехал, ему было 12 лет, заканчивал школу, чтобы они учили там вот что-то супер-пуперское, там какие-нибудь фиг чего там такое, и еще мучились дома над этими домашними заданиями. То есть, да, он ходил типа на продленку, то есть после школы еще мы его оставляли там, типа продленки было, приходил дома, кушал еще на 2 часа, и там они все уже порешают себе и все. То есть я не видел никаких домашних заданий, я не видел никаких учить что-то наизусть. Не видел, чтобы там кто-то супер-пупер мучился в этой школе. То есть какие-то такие более разумные, ну, профессоров не учат. То есть если ты хочешь потом по специальности сильно, иди в университет, учись по специальности, но, то есть на общее образование, но не такое суперспецифическое, суперсложное образование нет. Так что не знаю, как там вот в украинских школах, но здесь дети себя чувствуют свободно. Свободно, гоняют, ходят, даже периодически было, ну, сейчас нет, а когда-то было там, пытались там забастовки устраивать, школу сбрать, то есть были такие политические эти, при кичнеризме было, когда молодежь пытались подвязать под это, под политику, знаете, когда, как же они назывались, уже и забыл, то есть делали тут наподобие типа пионеров и жовтенят, которые там постарше были, они там ходили, Кампора, по-моему, называлась, да, Кампора, она там типа, политической деятельностью молодежной занималась, за партию, за родину. А в школах малолеток, так там типа, забастовка, школьники забастовали, они не будут сегодня учиться, почему? Потому что им там на обед принесли, у кого-то было какое-то подпорченное яблоко, все, или там в туалете в окошке сверху над дверями не поремонтировали там типа стеклышко, и вот там стекло, кусочек выбитое, вот я помню, и они там типа повесят плакаты, и 2 дня там орут, что у них школьная забастовка, избирает там какой-то детский комитет, который правит забастовкой, то есть вот это, срань еще тогда присутствовало, сейчас я уже что-то не слышу больше про эти вот такие вот фиговины. Но когда-то, да, такое было. То есть, когда вот из молодежи делали вот этих вот патриотиков, знаете, за родину, за партию. Но сейчас больше давно об этом не слышал. С тех пор, как продули те выборы, уже лет 8-10 не слышу об этом. О патриотических движухах школьников и детсадиков. Вот. Так что сильно не нагружает. Учатся в удовольствии дети, никто еще и кормят там, во всяком случае, раньше кормили, сейчас не знаю, так как уж сейчас школьников, детей не имею. Ну, такое, свободненько, не плачут, не приходят, не рыдают, что все, теперь я попал на 10 лет сюда, хана мне, в школу как бы с удовольствием бегают. Так что не переживайте, образование нормальное, дети вырастут социально, как говорят, это общительными людьми, а если захотят специальность какую-то специальную, то пойдут в университет учиться. Так. О, у меня куча комментариев. Ха-ха, сейчас мы пойдем. Но я никуда не спешу. Я сегодня хитрый. Я сегодня поставил powerbank и через микрофон его переключил. И у меня теперь powerbank как бы работает на то, чтобы заряжать приемник микрофона и телефон.
А интернета у меня тут столько, что я его никогда в месяц не использую. Так что будем сидеть, народ, пока скорее на этом кончится, чем на том. Так. Что пишут? Да, тем, что там нет предмета русский язык. Правда, нет такого предмета. Правда, что больше нельзя из России родить паспорт. Можно. Почему нельзя? Ничего не изменилось. Может любой прилететь, родить ребенка. Ребенок будет аргентинец, а родители, когда безвыездно проживут 2 года здесь легально, то они смогут тоже подать тут на место жительства, на документы и все. Просто что стало сложно, смотрите, сам факт того, что теперь надо прожить родителям, то есть ребенку ничего не меняется, рождается аргентинец, а родители теперь безвыездно должны прожить 2 года, так еще и легально, вот в чем прикол. А что значит легально? Это значит, что у него должно быть какое-то основание для того, что он живет в Аргентине, прикидывайте. То есть и вот тут вот как бы уже засада получается. Но рожать, конечно, можно и все. Я много раз говорил и еще повторяю, пока что, потому что с нашими переменами все быстро меняется и может тоже быстро измениться. Знаете, у нас, как говорят, куда ветер сегодня подул, так все и поменялось. Но пока что на данный момент еще пока что есть такое, что украинцы могут приехать, но они не едут, потому что они в Европу могут приехать. И в Европе там все-таки какая-то им поддержка есть и все, а здесь же никакой поддержки нет. Но факт в том, что есть такое, что они могут приехать и сразу получить именно легальный статус жизни на 3 года, а после этого подать на гражданство и продолжать жить. То есть вот это можно, то есть не обязательно даже рожать ребенка, а просто потому, что ты с Украины, с украинским паспортом. А россиянам можно рожать ребенка, спору нет, можно даже получать, там, в общем, своих фокусов хватает, почему, как они там оформляются, останавливаются, но именно по рождению, то надо, чтобы родители прожили здесь, а они не все хотели прямо приехать и жить тут 2 года, да еще и потом как бы легально. Соответственно, те, кто не хочет жить 2 года, тем стало сложнее. Так. У вас в парке многие бегают, в парках спортивные бегают люди. Нет, почему спортивные? Все аргентинцы у нас ходят, бегают, кто не может бегать, ходит, пожилые. Да все тут, там на инвалидной коляске может проехаться. Просто люди ходят. Тут есть такая привычка. В других городах я смотрел, которые, допустим, на побережье, там ходят по берегу океана утром, вечером. Вот он выходит и по берегу океана 10 километров в одну сторону, 10 километров в другую. Это просто его зарядка такая. В некоторых городках я встречал, здесь называется Дар Вуэльта дель Перо, типа, круг собачий, наверное, что-то такого стиля. Если я не знаю, как в прямом переводе это перевести, потому что Перо это собака, Вуэльта это кружок навернуть. Но почему так, я не знаю, почему так назвали. Но факт в том, что есть в других городках то же самое. Каждый вечер, к примеру, в маленьких городках есть определенный маршрут, где люди выходят пешком, идут, друг за другом идут по этому маршруту, им надо обойти несколько районов. Кто-то едет на машине очень-очень медленно, открывает окна, здоровается друг с другом. Кто-то на мотоцикле медленно, именно со скоростью пешехода едут и делают кружок. Это так принято, это у них так, я не знаю почему, но так принято. Они выходят, и пока они там 3-4 часа не навернут вечерний кружок, не поздороваются со всеми соседями, то день и не закончился. А в Буэнос-Айресе это в парках, обойти вокруг парка. Мы ходим со Светой вокруг парка, походить несколько кругов нарезать. Соседи наши ходят, хотя я и в спортзал хожу. То есть все, кто может, все ходят, занимаются, подышать воздухом, пройтись.
Водички надо выпить, а то охрипну с вашими разговорами сейчас. Как бы горло промочить. Едем дальше. Что мы обсуждаем? Смотрите, какой хороший стрим получился. Сколько времени уже сидим, 1:19, ничего. Я потом определенные кусочки, которые конкретный вопрос-ответ, там, может, кого еще заинтересует, я постараюсь нарезать отдельными кусочками, еще раз ставить, бо не все ж могут пересмотреть весь стрим, который уже 1:19. А может, мы еще час сидеть будем. Так. А вам сколько лет? Ну, мне 65. В парке многие бегают, это мы обсуждали. Пугачева — это враг народа. Я не знаю, у нас, я просто сказал про Пугачеву, так как в моем детстве еще, в молодости тоже ж была Пугачева. Конечно, интересная женщина. А уже у каждого по-своему. Ну, я так смотрю, если из нескольких миллионов просмотров, из 13 миллионов или из 15 миллионов просмотров только 300 тысяч лайков, значит, наверное, для многих она враг народа стала. Вот. Так, в Европу теперь вряд ли пустят, не знаю у кого. Так, есть крокодилы, только есть крокодилы не здесь. В Корриентесе есть крокодилы, в других провинциях есть крокодилы. У нас в городе крокодилов нет. Так. Деревья у вас интересные и красивые, у нас таких нет. Да, хорошие деревья, ну здесь они, Буэнос-Айрес вообще, вот знаете, я раньше тоже, и мне писали вначале, ой, каменный мешок, нифига не каменный мешок, у нас очень зеленый город, очень зеленый. Тут можно от окраины до центра пройти только по одним паркам, идти и пройдешь прямо вот от окраины города до центра. Вот посмотрите, к примеру, я вам не только в ту сторону покажу, а вот в эту сторону покажу, смотрите, вот. Это обычный городской парк. Так, Леонид, у вас чернокожих людей в Аргентине много? Нет, немного, если честно говоря. Даже очень немного. Во всяком случае, в Европе гораздо больше. Есть, не спорю, но мало. То есть практически не выделяются. Как и другие национальности, и китайцы, и другие, то есть, ну, немного. Так. Что вы делаете для хорошей фигуры и самочувствия? Что я лично делаю для хорошей фигуры и самочувствия? Я, к примеру, бросил бухать. И очень, ну, как бы не то, что очень, но давно. Вообще ни пива, ни вина, ничего. И последнее бухло, которое у меня было, я ее просто вылил в умывальник. Да, несколько бутылок открыл, вылил в умывальник. И с тех пор вообще даже пива не пил. И вы думаете, у меня нет водки? Есть у меня вот такая классная водка. Мне привезли в подарок недавно друзья из Мордовии Платы. Приветик! Вот, и она так и стоит, закрытая в холодильнике. Вот когда они ко мне в гости приедут, я их буду угощать ею. Еще раз. Вот, я хожу на спорт. Когда 3, когда 4 раза, когда 2 раза в неделю. Вот. Таскаю штанги, гантели и все остальное. Я люблю путешествовать. Ой, карп какой скинулся только что в озере. Вот тут напротив. Занимаюсь рыбалкой, увлекаюсь. Соответственно, целый день потаскаешь удочки. Сначала сложишь вещи в машину, потом, поедешь на рыбалке, их разложишь вещи в машины. Потом целый день побегаешь на берегу, вниз, вверх, так сказать, от воды до воды. Карпа выпустил, карпа поймал. Потом сложишь вещи в машину, приедешь домой, разложишь вещи дома. То есть натаскаешься, такой спорт получится прекрасный.
Потом я вообще просто не посидючий сам по себе, то есть я не лежу у телек, не вылуплюсь. Сегодня с утра я пошел на спорт. После того, как сходил на спорт, пришел, искупался, быстренько переоделся, поехал в парк стримить. Сейчас приеду, начну монтировать. Перед этим утром, пока пил кофе, посмотрел кое-какие фишки по программам, по программированию. Так что просто движуха, свежий воздух. Смотрите, я целый день на свежем воздухе нахожусь. И стараюсь. Но это плохо у меня получается, но стараюсь. Наверное, буду снова скоро. Раньше я больше старался сладости не хавать. То есть не жрать столько сладостей и мучного. А больше салат, мясо, рыба. Ну, больше. Но раньше я еще до салата, мяса, рыба добавлял красное вино, теперь нет. Теперь не добавляю. Вот и все. Вот и больше никаких секретов. Если будете думать, что какие-то там суперсекреты, то нет там никаких нахрен суперсекретов. Вот. Не сдерживать себя в эмоциях. Если надо нафиг послать, нафиг послал. Если не надо посылать, не посылаешь. Все, класс. Обычный здоровый образ жизни. Такс. Где-то я пролетел, не хочу же, чтобы что-то сильно уж попропускать, так что я чуть-чуть вернусь. Так, я имею в виду в этих комментариях. Я ж тут пролистываю комментарии просто на другом телефоне. Так. Даниэль, что-то уже 6 лет до сих пор ни одного интервала не взял. Так, ну тут обсуждают популярный аргентинский сериал. Сколько лет я уже говорил. Так. Какая медпомощь дается беженцам приезжим? Никакой медпомощи беженцам приезжим не дается. Ребята, а почему надо, чтобы была помощь приезжим беженцам, медпомощь? У нас дело в том, что до сих пор существует в Аргентине бесплатная медицина. Какая нужна помощь? Идите в бесплатный госпиталь и лечитесь. Да, там надо постоять очередь между аргентинцами, правильно, аргентинцы стоят в очереди, вы постоите. Но какая надо именно помощь? Это не надо никакой помощи. Идете в госпиталь и лечитесь. Существуют бесплатные госпиталя по всему Буэнос-Айресу. Существует бесплатная скорая помощь. Позвоните по 107, подъедет, заберет. Будет вам, операцию надо будет сделать, вам ее сделают. Какая еще бесплатная помощь? Вам не выставят счет $50 тысяч, за операцию какую-то, как там, не знаю, в Америке там, или 100 тысяч. А просто сделают и все. Так что вот так. Никакой помощи как таковой, что прямо помощь нет. Но бесплатная медицина есть, пойдете. Так, куда в отпуск собираетесь? За границу собираемся в отпуск. Но решили сразу так сильно не говорить, а когда будем только-только начнем, как говорят, идти в аэропорт, начнем стримить, показывать, так веселее будет, правда? Чем просто, к примеру, заранее все сказать, и все такие, уже неинтересно. И вообще движуху надо делать. Почему? Потому что лето только вот весна скоро наступит через недельку, а потом же лето наступит и все такое. Леонид, в Патагонии были, там на юге у вас в Аргентине очень холодно, как в Канаде. Нет, в Патагонии я, конечно, был и очень много раз был в Патагонии. И ни черта там особо не холодно в Патагонии. Холода наступают чуть-чуть дальше, чем Патагония. Ну, смотря, что вы берете, я имею... в принципе, правильно. Вы правильно сказали. Патагония же называется не Пампа, я хотел сказать про провинцию Пампа. Там начинается Патагония, но Патагония считается, если как регион такой, то да, считается аж туда, аж до пингвинов. Так что да, там холодно. В Патагонии был, аж не до самого края Аргентины, а до этого самого
Ла-Пампа, провинция Рио-Негро, Чубут, туда, да, туда был. Пуэрто-Мадрин, вот это до Барилочи, вот до тех краев доезжал. Дальше так сильно аж туда прямо до этих, до пингвинов доезжал, но до ледников не ездил. Так, беженцам выдается мирное небо над головой 1 штука и документы с правом работы в количестве 1 штука на каждого члена семьи. Правильно. Птицы у вас красиво кричат в парке. Ну, во-первых, весна скоро. Во-вторых, здесь основная птица в парках это попугай. Попугаи, они орут бесконечно. Так что да, особенно если сейчас стая прилетит, здесь сядет и услышит, что я разговариваю, будут специально орать. Они такие. Классно, что ходите, молодцы. Так. В кранах в Аргентине течет питьевая вода. Смотрите, да, питьевая, официально питьевая. Я пользуюсь, скажу так, я пью воду только с крана. С аргентинской обычной воды. Но я пользуюсь фильтром. То есть покупаем фильтр, такой угольный фильтр. И он стоит подключенный до краника на кухне. И когда я хочу набрать воду для питья, вот прямо вот это из крана вода. Я просто переключаю краник на фильтр, и эта вода проходит еще через угольный фильтр. И набираю, вот я на спорт, это моя бутылочка на спорт ходить, и заодно в парке, видите, она так захлопается, вот. Раз, открыл, и здесь, чтобы руками не трогать. Вот это обычная из крана вода. Через угольный фильтр. Угольный фильтр меняю, в принципе, он пишется, что там чуть ли не 1,5 года, но мы меняем, как правило, бывает 8 месяцев, бывает год проходит угольный фильтр, я меняю. Все в кастрюльки всякие налить, чтобы что-то сварить, тоже, как правило, через этот фильтр. Ну, раньше даже, когда мы не покупали фильтры, я пил просто с крана воду. До сих пор не умер, вон как-никак 30 лет в Аргентине живу и, как говорят, не помер, блин, от питьевой воды с крана. Ну, многие люди покупают воду в бидонах, хотя там тоже есть такая, если вы будете покупать в супермаркетах воду, обратите внимание, есть минеральная вода, а есть, называется, агуа де меса. Агуа де меса это столовая вода, с такого же самого крана набранная, только набрана фирмой, и это самое. Также угольный фильтр из того же крана пропустили и запечатали вам. Или привозят такие бидоны здоровые, это тоже с того же самого крана через такой же фильтр. Так что хотите, можете купить фильтр, хотите, можете купить фильтрованную воду в магазине. А есть минеральная вода, это уже другое. То есть, смотрите, ну, типа, это набранная в горах, там, к примеру, где-нибудь, то все. Но я пользуюсь лично. Я обычно с крана воды через фильтр угольный. Насколько подорожали квартиры с приходом Милея? Ребята, слушайте, подождите 2 секунды, и я вам отвечу. А почему 2 секунды надо подождать? Я сейчас все покажу и расскажу. Так, а вы пока на меня позырьтесь. Смотрите. Сейчас все покажу и расскажу. 2 секундочки. Дело в том, что у меня сегодня фокус, так как я же все-таки съемками занимаюсь. Смотрите. GoPro 13. Закончилась батарейка. А она меня тоже снимает. Зачем? Сейчас расскажу. Бывает такое, что есть интересные вопросы и ответы, которые я хочу потом поставить отдельным маленьким видео. И чтобы это отдельное маленькое видео брать, не скачивать этот стрим, потому что стрим все-таки качество плохое. Я пишу на микрофон хороший звук. И я пишу хороший, как говорят, этот самый. Кроме хорошего звука, я еще пишу хорошую картинку на GoPro-шку в 4К. Потом я посмотрю, если я решу, что мне хоть что-то там захочется, какой-то интересный ответ сделать в хорошем качестве и выставить отдельным таким небольшим видео, я возьму вот звук хороший или с GoPro-шки, или с этого микрофона и его выставлю. И вот батарея за этот стрим. Насколько хватило? 1:30 батареи хватило на GoPro-шке. Вау! Заодно узнаю, сколько хоть батарейка ее хватает.
Поняли, да? И вот я только что поменял батарею, потому что стрим будет продолжаться, чтобы GoPro тоже меня писала. Так что все, сейчас мы ее уже почти закрепим. Вот, включаем, смотрим. Если все пошло, продолжаем. Так, я красиво выгляжу на GoPro. Не понял? Ни черта не понял. Сейчас. Почему показывает, что у меня батарейка севшая? Я что, ту батарейку, которую вынул, ту и поставил обратно? Вот прикольно. Бывает, да? Да, это жизнь такая, она вот шустро. Такс. Ну-ка. Так. А ну-ка, еще раз. Берем батарейку эту. Похоже, я ошибся и вставил ту же батарею. Или случайно еще одну возьмем. Вот эту возьмем. Сразу включим, посмотрим. Как странно. Все батареи показывают 0%. Да ладно, мы сейчас без GoPro-шки будем. Очень интересная история, почему не знаю. Но показывает 0%. Странная история. Ну да ладно. Если что, возьмем остальное оттуда. Где это я их уже так угасил? Ладно, снял я. Не буду я заморачиваться с GoPro-шкой. Если что, будет еще интересное, отсюда скачаю. Ладненько, продолжаем. На чем мы остановились? На чем мы остановились, ребятки? Так. Привет из Подмосковья. Спасибочки. Аргентине любит народ скидки, а кто не любит? Конечно, любят народ скидки, любит в Аргентине. Я люблю, и все любят скидки. Как только есть скидки, сразу все, как говорят, это вперед. Потому супермаркеты этим тоже очень хорошо пользуются насчет скидок. Да я чуток не так, вот так где-то. Вот. Вот так будет лучше нам. Ну, сейчас скидок столько, сколько раньше было, конечно, нету, так что... Мопсы. С двумя мопсами сзади женщина играет. Расскажите, пожалуйста, чем школа Аргентины? Вот то мы уже рассказывали. Так, где мы? У вас в парке видно, многие бегают. Это мы тоже смотрели. Крокодила мы тоже читали. Так, где мы остановились? Ой, кто-то мне сердечки слез. Спасибо большое. Так, добрый день, Леонид. Можно спросить, вы билеты на днях покупали на каком сайте? Каким сайтом вообще пользуетесь для покупки билета, например? Смотрите, я подскажу так. Мы покупали билеты, я их искал по Гугле, эти билеты. Как называется, по-моему, Гугле Ерч, что-то вот такое. Не Ерч, якось по-другому. Мне сын подсказал. Там мы набирали просто Буэнос-Айрес и то место, куда мы летим. Там же забивали число, типа с какого по какое, и нажать поиск. И оно выдало разные компании, и типа по этому самому, и выбирай, какой тебе больше нравится компания. Мы потом нажали на этот билет, который выбрали, и пошли прямо на сайт компании. Но так как я не хочу говорить, куда мы полетим, потому что хочу начинать прямо, буду брать с собой пару камер, и буду начинать и транслировать, и все снимать прямо во время уже, ну, как бы это самое, как только начнется наше путешествие, то просто на сайте покупали прямо компании, вот авиакомпании. И потом, когда у меня был там заскок маленький, я тоже звонил прямо в авиакомпанию, на испанском языке разговаривал с ними, и они мне все объясняли, и все вроде бы окей прошло. Так что теперь просто ждем время, когда пройдет и когда мы полетим.
Говорят, много комаров у вас. Это правда? Да, правда, но как? Я бы вот насчет комаров давайте я вам немножко расскажу. До тех пор, пока не начали приезжать и говорить, что у нас много комаров, я, честно говоря, никогда не обращал внимания на этих долбаных комаров. Вот просто, я не знаю, от чего такая вот эта паника у всех, что все говорят про эти комары. То есть комары как комары, есть определенный период, когда они есть. В основном этот период, насколько я замечаю, это вот осенью, когда они там начинают уже подыхать, когда вот эта влажность идет и все. Так как и мухи. Мухи, к примеру, есть в Аргентине мухи? Есть, но когда они надоедливые, эти мухи? Но они надоедливые где-то в феврале месяце. Когда они там перед осенью начинают уже подыхать, эти мухи, вот они назойливые, там сидишь в каком-то кампине, эти мухи вечно лезут тебе в тарелку, там, за шею, еще куда-то там лезут эти мухи, то есть они надоедают. Так и с комарами. Есть определенный период, когда вот эти комары надоедают, но это такой определенный период. Потом этот период прошел, там, не знаю, когда бывает месяц, когда бывает пару недель, все зависит от того, какая температура. И эти комары ты забыл, и снова ты, как бы больше, чем полгода или больше времени, ты, не помнишь ты про этих комаров. То есть, как бы, удаваться тому, что там в определенный период есть комары, которыми можно спокойно бороться, есть куча пшиколок, есть куча всяких штучек, которые можно в розетку вставить там, и всяких таблеток для комаров, и всяких вот дезодорантов против комаров и других всяких штучек. То есть лично для меня вообще, я не знаю, если меня никто не спрашивал, я вообще не помнил бы про этих комаров. Но так как все спрашивают, приходится объяснять про этих комаров. Так что я лично я, может другим людям это, может у них аллергия на комаров, и они прямо боятся. Лично я не вижу вообще проблемы с этими комарами. Я не знаю, нафига их вообще обсуждают. Вот есть комары, есть комары, есть комары. У нас и мухи есть, у нас и пчелы летают по улицам, у нас лазят муравьи по траве. Ну так что? Но не обсуждают же все, у вас есть муравьи, у вас есть муравьи. Ну есть у нас муравьи. Так и комары. Комары как комары, именно надоедливо, они там несколько недель эти комары надоедают. Все остальное время как бы до лампочки. Есть эти комары, нет этих комаров. И не в каждом месте, и не так прямо массово. Ну да, залетел на вечер комар. Включил ты эту дымучку, оно ее там убило, этого комара, и все. Или сам ты его там полотенцем грохнул, этого комара. То есть я думаю, что сильно много завышено на вот этой тематике с этими комарами, как будто там что-то от этого серьезное. Комар, да и комар. Так, это правда, что в городе Буэнос-Айрес прямо в центре водятся скорпионы в домах? Я никогда их не видел и никогда о них не слышал. Наверное, правда, наверное, кто-то видел, слышал. Наверное, как вот с комарами, так и теперь со скорпионами. В Европе сейчас вообще не очень, в Аргентине хорошо, спокойно. Так, куда в отпуск собираетесь? Я уже говорил, за границу собираемся. Так, салам, аргентинский язык знаешь? Ах, не знаешь. Знаю. Знаю я аргентинский язык, представляешь? И вообще, это самый, у нас нет аргентинского языка, у нас есть испанский. Так, движуха, да, вот именно, движуха, правильно. Китов видели вблизи? Прямо вот так вот вблизи, чтобы он около меня был, то нет, не видел. А издалека, да, видел. То есть, в смысле, в океане, да, видел с берега. Но прямо, чтобы плавать до кита, нет, не видел. Леонид, расскажите, пожалуйста, сколько стоит земля и где она наиболее дешевая? Наиболее дешевая, прямо вот дешевая в провинциях. И чем дальше от цивилизации, тем дешевле. Но не знаю, надо ли она вам такая земля, там какой-нибудь, вот это Формоса, даже Миссионес. Я там смотрел такие неплохие участки, в принципе, и даже с домами совсем есть. Часто попадается, так как периодически смотрю на это дело, то попадается в этом самом, Миссионес, Формоса, всякие вот такие вот подальше, то там дешевая земля.
А нет, на побережье тоже землю продают. Все зависит от участка, от того, насколько дальше от цивилизации, я имею в виду там от океана, от магазина. Разные цены бывают. Можно и за 15 тысяч долларов участок купить. Я когда-то в своем видео показывал, но это было очень давно, и туда уже добрались новые туристы, так что вряд ли теперь там так есть, но тогда еще не было, так сказать, набега новых туристов. То тогда я показывал участки около океана прямо еще под застройку, такие типа дачных, то еще были по 3,5 тысячи участки долларов. Вот. В городках там подальше за Мирамаром. Вот. А наши аргентинские знакомые, которые здесь живут, друзья, которые всю жизнь здесь живут, они рассказывали, что раньше, говорит, вообще была цена на побережье такая, что, говорит, в отпуск едешь за карманные деньги, которые у тебя в кармане, мог купить участок. И многие так и покупали. До сих пор такие участки существуют. Единственное, что уже, как подальше от цивилизации. Наверняка такие участки можно найти в Кордове, я же говорю, в Миссионесе можно найти в каких-нибудь Хухуях, еще где-то. Но будете ли вы там жить? Это уже десятое. То есть все хотят участок, но участок в городе вы такой хороший не найдете. За городом, да, найдете. В всяких селах, поселках. Так. Аргентинский язык тупой или умный? Это ты тупой, извини, конечно. Но, если у тебя такие вопросы, я вижу, то... Тебе уже объяснил, нет аргентинского языка, есть испанский язык. Испанский язык, по-моему, один из самых, как и английский, испанский, вот эти вот языки, больше всего народу в мире на них разговаривает. Если тебе нехрен больше заняться и спросить что-то умного, то тебе такой же самый ответ. Так, французский язык смотрел какой. Да, это просто ерундой занимается человек. Вы активны о собаке не задумывались? Зачем мне собака? У меня, правда, просто я не знаю, зачем мне собака. Для того, чтобы просто у меня, много времени, чтобы еще бегать с собакой и какашки за ней собирать. У меня столько времени свободного нет. Просто нет свободного времени, чтобы этим заниматься. Если у меня есть свободное время, я занимаюсь там своими делами, программированием каким-то и ремонтом. В общем, да, поездкой куда-то. Если я еду куда-то, надо эту собаку кто с ней будет бегать или еще и собаку в машину толкать. То есть я просто не вижу. Раньше я собак держал. И когда жил в Украине, у меня были кавказские овчарки, и не одна, а несколько кавказских овчарок. Там было это модно в то время, знаете, там, чем крупнее собака, тем круче собака и все такое, тем ты там такой крутой чувак. Я в молодости тоже еще после института держал, у меня была дача, и на даче я построил вольер, и летом на даче, зимой в квартире. У меня был даже период, когда была немецкая овчарка и 2 кавказца, кавказские овчарки. Представляете, насколько это такая кавказская овчарка, как тебе сказать, это с характером, то есть ее надо держать в узде, чтобы она тебя еще не похватала. А они со щенков. 2 щенка привез, сразу не мог выбрать, который лучше, купил сразу 2 щенка кавказских овчарок. И они уже со щенков тебя, пытались. Ты его тапочком, а он тебя, пытается ухватить. То есть надо было себя ставить еще со щенка, иначе, когда она вырастет, ты с ней не справишься. Так что именно собак держать, я держал собак. И держал собак крупных. Один раз даже хотел с Ташкента привезти среднеазиатскую овчарку. И даже так как в самолет ее не пускали, у меня были мысли там, купить запорожца дешевого. И на запорожце с Ташкента ехать до Украины только из-за того, что я хотел, до дури хотел именно среднеазиатскую овчарку с обрезанными ушами и хвостом. Но потом меня отговорили, показали, через какую пустыню надо ехать, и я прикинул, что я там дуба врежу вместе с этим запорожцем, вместе с этой собакой, и сам там в этой пустыне врежу дуба, и полетел самолетом обратно. Так что я на этом деле, как говорят, собак любил и люблю, но теперь не та тематика. Видите, 2 скачут каких-то тут, болтались только что. Купала в озере.
Так. Так. Я так вижу, что дурачков мы будем просто уже блокировать. Потому что есть заскокнутые на всю голову, и они начинают, как говорят, писать всякую хрень. И сейчас мы их... Так. Yes. Так. Показывает потому, что заряженный, 0% показывает потому, что заряженный. Что, серьезно? А что-то я не понял тогда. А они разве не должны показывать батарейки не 0, когда заряженный? Так, человек говорит, я бы больше скорпионов боялся, чем комаров. Ну, я бы, честно говоря, тоже. Но я скорпионов здесь как бы не видел. Хотя слышал, что, ну, изредка где-то, может, и видел, правда. Но не очень. Так, Леонид, потерялся блогер Дима Филиппинец. Приехал 3 месяца назад, подписчиков ее волнуется. Просим зайти на канал. Что думаете про это? Будем благодарны. Ну, если я зайду на канал, что я там увижу Диму, что ли, блин, увижу, если я даже зайду на канал. Ну, надо спросить, куда он делся, конечно. Я знаю людей, которые знают Диму, блин. И можно спросить, куда он там подевался, этот Дима. Но я, честно говоря, не знаю, я за ним особо не слежу. Я думаю, так как и он за мной. Так что точно не знаю. Но спрошу, хорошо, узнаю, куда делся Дима. Так. Будешь бегать и крутиться, так что белка обзавидуется. Паразиты в домах Аргентины есть? Это кто, в смысле? Ну, наверное, есть тараканы, есть. И здесь прямо, ну, и ходят там, травят каждую неделю. Ну, не каждую неделю, ну, 2 раза в месяц, как правило, по домам ходят вот эти, которые травят тараканов. Больше я тут ничего такого не видел. Ну, еще есть тараканы, которые здоровые такие. Есть обычные тараканы, которые живут там, ну, вот в домах. А есть здоровенющие тараканы, которые летают, они такие, ну, как майский, да не, больше майского жука, наверное, раза в 2. Они просто летают по улицам, и особенно если ты в пригороде, то они залетают, там дома бывает и все такое, знаешь, вот такой типа, такой летающий таракан. А такие в городе, то маленькие тараканчики есть. Мы, к примеру, уже много-много лет не пускаем к себе травить тараканов, вот этих, которые ходят травить тараканов. Знаете почему? Вот сегодня, кстати, утром тоже звонит в двери, спрашиваю, кто, говорит, пришел, типа, эти насекомых травить. Я говорю, нет, спасибо, не надо. У нас когда-то, когда мы только поселились, тоже у квартиры была куча тараканов. И мы что только не делали для того, чтобы их попробовать. Все, что только продается в супермаркетах, и этот самый. И пытались вывести этих тараканов, но ни черта не помогало. В каком плане не помогало? То есть они все равно появлялись. То есть ты их там попшикал вот этим всем, весь дом воняет вот этими всеми пшикалками против тараканов, но они, ну только те, на которых напшикал, подохли, все остальные снова повылазили, позалазили по барабану. И когда мы начали, вот эти, что ходят, тараканов травят службы специальные, у меня такое впечатление, что они тоже не травят этих тараканов. То есть они так же, как от них такой толк, как от этих магазинных пшикалок. То есть они все равно прошли, и через снова тараканы все на месте. Почему? Иначе, а нафига бы они тогда второй раз ходили через 2 недели? То есть и не бизнес, они годами ходят. Если они будут реально травить тараканов, так а когда в следующий раз их в дом не пригласят. То есть это бизнес, это заработок. Ему тараканы лучшие друзья, иначе у него работы не будет.
Единственное, чего здесь помогло против тараканов, и с тех пор у нас, ну, как бы мы их больше не видим, то есть как видим, но очень редко, несколько штучек, и сразу тоже применяем это средство, и все, больше нету. То есть, как бывает, несколько штучек появляется. Бывает, ремонт в соседней квартире какой-то делают, там шумят полы, там что-то сверлят, то все, и эти тараканы, я так понял, по вентиляции, по всему перебегают с этой квартиры, которая ремонтируется, и периодически могут забежать в какую-то другую. И мы сразу вот раскидываем эти шарики и чао, просыпаем этот порошок. Как мы делаем против тараканов, что нам единственное, что нам помогло. Идете в аптеку здесь, в любую, и спрашиваете пакетики, называется асидоборико. Хотите, записывайте на слух, кто здесь живет. Асидоборико, это борная кислота. Они продаются в небольших пакетиках, вот такие вот пакетики, вот такого размера, как спичный коробок. Стоит они очень дешево, это асидоборико. Берите сразу несколько пакетиков, если у вас дома тараканы есть. Потом варите одно яйцо, круто варите яйцо, белок выбрасываете или хаваете. А желток от одного яйца с одним пакетом асидоборико перемешиваете. Хорошо, так, чтобы перемешалось в труху, чтобы была такая пыль, перемешанная желтка и асидоборико. И все, каждый вечер раскидываете, особенно за всякими там, ну, где они живут, за всякими кухонными штучками, за плиту, за холодильник, за вот это. И даже, когда их было много, мы на ночь на стол, прямо вот где кухонный, там около умывальника, на этой самой, на вот этой столешнице, там вот понасыпаешь во всякие щелки, позакидываешь. На следующий день они не исчезнут, они исчезнут где-то в течение 10 дней. И через 10 дней ты заметишь, что их просто не стало. И все, и больше они не появляются, потому что вытравливается все кедренифини. То есть где-то за 10 дней это сработает. И потом периодически, если вы хоть увидели, хоть когда-то какого-то из-за ремонта к вам перебежали там 1-2 штуки, сразу то же самое. Асидоборико, яйцо, это единственное, что уже много-много лет или десятилетий мы не видим тараканов в своей квартире, а раньше мы не знали, как от них избавиться. То есть видим, как я и рассказываю, что периодически какой-то забежит. Но вот это сделал, и снова ты можешь его, блин, и больше и год никто не забегает. Так что это то, что спасает от тараканов. А вот эти все, которые ходят, мне такое впечатление, что они с собой их в коробочках приносят специально, иначе нафиг у него работы не будет, если он потравит тараканов. Так что, ребята, я лично их говорю, что тараканов нет, соответственно, нехрен тебе здесь делать. Хотя дом приглашает, дом им платит, и приходят, и по разным бабкам ходят, вот это, занимаются этой ерундой, типа травля тараканов. Так. Подскажите, коньяк продается в Аргентине? Продается. Дорогой, как к этому напитку относятся аргентинцы? Никак не относятся. Аргентинцы вообще крутых напитков, ну, как бы особо не употребляют. В основном в коктейлях размешивают коктейли, там с крутыми напитками делают, там лед накидает, там коньячка какой-нибудь или виски поналивает. Коньяк есть, по-моему, даже Сан-Хуан и что-то так называется. Но там я видел его 1 или 2 коньяка. В основном здесь виски, водка, но это очень маленький ассортимент в супермаркетах, потому что его не покупают. Потому ассортимент очень маленький. Это в основном для размешивания коктейлей. Хотя даже и спирт продается просто для размешивания коктейлей. Там написано, что это тройной какой-то там перегонки, именно там что-то спирт из зерна, прямо на нем написано, он там для коктейлей. Аргентинцы в основном из напитков, основная масса пьет это пиво и вино. Вот это аргентинские напитки. Ну, кроме маты, чая, понятно, я имею в виду спиртные напитки. Крепкие спиртные напитки практически не употребляются. Есть, конечно, некоторые места наподобие Кордовы. Там что они мешают себе? Кока-кола, с чем они ее там мешают? Фернет.
Там фернет, на травах такая настойка, и вот они туда кока-колу, лед, этот фернет, и через трубочку посасывают. И эта настойка такая крепкая настойка. Но они ее смешивают с кока-колой, и куча льда туда набрасывают. Так что получается, когда она размешается с расставшим льдом и с кока-колой, то там уже нету такой крепости. Так что крепких прямо так бухать, то никто тут не пьет такие напитки. Ну как, может кто-то из бомжей где-то выпил, конечно, когда-то, но основном я не видел таких людей, которые, из аргентинцев, которые пьют спиртной напиток крепкий, типа 40 градусов, как водка, еще что-то. Я таких не видел. Даже вино, я когда-то в свое время работал, ну, скажем так, Парижа здесь называется, то есть такой кабак, ну не кабак он был, это кафешка, где мясо готовят на мангалах и подают. Ну и там вина постоянно покупали. Так вот, вино покупают с содовой, то есть с газировкой. Покупают мужики вино, бутылку вина и бутылку газировки и смешивают постоянно. То есть наливают газировку и наливают вино в газировку. И даже они говорят, что там что-то как-то вкуснее им получается, когда они вино смешивают с газировкой и посасывают его долго и нудно. Или и я так раньше, когда покупал вино, то я так пил, и мои знакомые так пьют вино, пьют со льдом. То есть ты накидываешь полный стакан льда, потом туда наливаешь вино и сидишь и попиваешь, лед растает, такое легкое получается вино размешанное. То есть тут не пьют для того, чтобы вау, накидаться, и пошел куролесил, рачки полез там по улицам. Нет. Ну, это, как говорят, наш народ к этому привычный. Аргентинцы нет. Он будет с этой, бутылкой вина, там втроем будут или вдвоем сидеть целый вечер за мясом. И еще туда леду накидают или воды газированной нальют в это вино. Так что, соответственно, и также коньяки, и виски, и все это присутствует, но оно почти не покупается. А коньяк именно я видел, по-моему, одну марку только. Хотя, может, есть еще где-то, но я не сильно интересовался. Я уже и не помню, когда я последний раз коньяк пил. А, не, как-то брал, ну, только много лет назад брал, и то потом пришли гости, и гости выпили, я его даже не попробовал. Ну, вот, пишут, что, видите, есть недешевый, нормально, коктейли делают и прочее. Ну, да, коньяк местный, но вот этот есть местный коньяк. А почему работы нет? У вас производство, заводы, офисы есть, там же работают люди, есть работает и есть работа. Вопрос в том, что не на всех она. Почему работы нет? Ну, потому что так. Потому что выгоднее купил, продал, чем начинать там производство строить, что-то выпускать. Легче построить производство такое, знаете, накупили китайских плат, потом это поскидывали до кучи, попривязывали, скрепили их, эти китайские платы гаечками, написали, типа, сделано в Аргентине, наклейку прицепили, да и все. Сейчас же все китайщина. Удочки продают всякие фирмы, и написано удочка фирмы такой-то. На самом деле эти удочки просто закупаются в Китае, и ты прямо китайцу говоришь, наклей мою наклейку с моей фирмы, и все. И такая же самая, приезжают те же самые удочки от у разных, так сказать, поставщиков, и написано у одних одна фирма на удочке написана, у других на такой же самой удочке другая фирма написана. Мне писали китайцы, также имейлы присылали, говорят, покупай у нас удочки, ну там у меня интернет-магазин, вот этот, leonpesca.com, покупай у нас удочки, мы будем клеить что-то твоего магазина, твой логотип и все, и будешь продавать, что как свои личные удочки. Вот тебе и производство. Ну, так вот во многом теперь так. Такое вот нынче мир, такое нынче производство. Я на пенсию Валентину хочу приехать с Канады. О, Анила, приезжай. Если тем более канадская пенсия, то будешь жить нормально. Да тем более тебе же нравится Аргентина, я же точно знаю. Так что приезжай.
Будем, значит, ходить, пиццу кушать. Если боярышник пользуется ли спросом кротовуха, мышевуха, ну да, типа пользуется, только, наверное, не у аргентинцев. Так, в Аргентине частные или государственные аптеки? Ну, частные аптеки, то есть как государственные, но дело в том, что... А чем отличается вот частная аптека от государственной, скажите? Кто мне подскажет, чем отличается частная от государственной аптеки? Я лично не знаю. Я знаю, что медикаменты стоят у нас практически у всех аптеках, безразлично какая это аптека. Они одинаково практически стоят. То есть ценник можно в интернете посмотреть, и вы пойдете, что в той аптеке она будет стоить столько, медикамент, что в той аптеке будет стоить столько. Это раз. Второе, сейчас, да уже давненько как-то, начали выписывать рецепты, где не указывают марку медикамента, а указывают, ну, то есть не производителя, не марку, а указывают составляющие компоненты. То есть, если это аспирин, ну, к примеру, то он не должен быть аспирин марки такой-то или производителя такого-то, а просто аспирин. И, соответственно, это для чего сделано? Потому что раньше приходили всякие эти самые производители лекарств к врачам, там, ну, не знаю, как-то договаривались, и может что-то давали, может нет, и может просто просили. И врачи там, ну, рекламировали и говорили, что вот купите вот такое-то лекарство, такой-то марки, я вам рекомендую. То есть это было, ну, как бы продвижение определенных марок, да, лекарств. Теперь же нет, сказали, чтобы лекарства покупали, а не марку, какой производитель. Соответственно, теперь ты приходишь в аптеку и говоришь, мне надо такое-то лекарство, самое дешевое, к примеру, самый дешевый производителя. И он тебе дает, или говоришь определенного производителя, но не написано в рецепте, какой тебе должен быть производитель, а просто какое должно быть лекарство. У нас в Буэнос-Айресе, не знаю, во всей ли это Аргентине или нет, но я говорю про Буэнос-Айрес, теперь уже рецепты выдаются не так, что ты пошел к врачу, он тебя принял, дал тебе какое-то лекарство и выписал тебе рецепт на бумажке, ты прешься с этим рецептом, ну, типа, как бы в аптеку и говоришь, дайте мне ну, такую штуку. Как правило, он, допустим, у нас по Обрасоциаль, то есть вот медицинская страховка, я иду к врачу, если он мне выписывает там таблетки против холестерина, то она просто заносит их в компьютер и все. Я иду в аптеку, которая обслуживает любую аптеку города, которая обслуживает мою, ну, вот эту медицинскую страховку, если я хочу дешевле купить. Если я хочу пойти просто купить дороже, я иду даже там, где не обслуживают. Но если я хочу дешевле, так как скидка на лекарства по медицинской страховке 40%, я иду в аптеку и говорю так и так, мне выписали рецепт. Он говорит, номер документа. Я говорю, номер документа, и он спрашивает, какая медицинская страховка. Такая-то. Он заходит туда и смотрит, какой у меня рецепт. Говорит, вам выписано то-то, то-то, то-то. Вам это дать? Да, какой вам марки давать? Я говорю, давай самую дешевую, я привык к этой. Хорошо, все, приносит, забираешь, он в компьютере отметил и все. То есть у меня есть лекарства, которые я, к примеру, там покупаю каждый месяц, но у меня нет рецепта на бумажке. Я просто иду в аптеку, называю номер документа, там лежит уже в компьютерной системе рецепт, который мне выписал врач. И она мне так и продлевает. Даже некоторые теперь, вот, допустим, недавно была температура у сына, там что-то он приболел как-то, и позвонили в медицинскую страховку, потому что, чтобы на работу не идти, а отлежаться, надо хотя бы, ну, чтобы был чтобы была справка от врача, что ты болеешь. Позвонили, эти сказали, сейчас врач с вами, ну, поспрашивали симптомы, если это просто ты дома, у тебя там что-то горло болит, у тебя там температура, 5-10, чтобы ты никуда не ехал. Они сказали, сейчас врач вам перезвонит, будет видеоконференция, то есть по видео врач с вами пообщается. Соответственно, там через полчаса перезвонил врач, поспрашивал все эти дела, пообщался с ним по телефону, по видеосвязи и спросил, какой у тебя имейл, и выслал справку на имейл, типа, который можно напечатать или отослать на работу и сказать, вот справка от врача. То есть все переходит на такие рельсы. Понятно, так никто тебе не будет, как говорят, делать операции, или если реально надо что-то посмотреть, но в основном в своей массе
Я недавно был в сканере, меня сканировали. Я не еду за результатами этих вещей. Мне пришел на e-mail линк, я по линку зашел, там все эти вот отсканированные штуки лежат на их сайте. Я посмотрел, если мне надо, я могу скачать, а нет, я могу дать линк врачу, пускай пойдет посмотрит, когда пойду к нему, и все. То есть сейчас от таких всяких бумажек уже люди чаще и чаще избавляются. Вот. Это как в том же анекдоте, знаете, да, про врача, допустим, приходит больной, там рассказывает свою болезнь, все, врач говорит, подождите, сейчас я, говорит, в интернете посмотрю, как это лечится. Тот говорит, как в интернете? Ну, в интернете и сам могу посмотреть. Нет, говорит, вы не должны заниматься самолечением. Так что в интернете должен посмотреть только врач. По-моему, за питье вина со льдом итальянцы могут ранить или сильно покалечить. Наверное, но здесь так. Что ж теперь, слава богу, мы не в Италии, а здесь. Это как ломать спагетти перед варкой. Правильно. Так и есть. Подписываюсь под каждым словом. Я приеду в Аргентину жить 61 год, и мне нравится именно то, что говорит Леонид. Лучшая страна и лучшие люди. Да, это раз. И второе, если взять реальность, которая сейчас развивается в мире с этими войнушками и совсем другим дебилизмом, который происходит. И я вижу, что это быстро не закончится. Это будет заканчиваться так, как заканчивалась Вторая война. Так и это будет заканчиваться таким же результатом. Но факт в том, что чем дальше, тем лучше оттуда. Если реально есть маленькие дети, реально хочешь, чтобы они выросли, и хочешь дожить это не по подвалам, не под бомбами, не под идиотскими, лозунгами, а хочешь просто жить, то, конечно, лучше держаться в данный момент подальше. Как-никак здесь у нас есть все климатические зоны, у нас есть тропики, у нас есть полюс, у нас есть горы, Анды и есть океан. Соответственно, также есть очень большущие просторы, где куча всякого зверя есть, где куча всяких коров есть, и также есть океан. А океан — это рыба, это тоже точка питания. И самые большие, что больше всего не хотелось бы, чтобы сюда кто сунул нос, самые большие все-таки залежи пресной воды в мире. Это где? В Аргентине на ледниках. Так что, когда наступит вся эта не только войнуха, а еще голодуха и проблема с водой питьевой, вот все будут лезть именно в Аргентину. Потому что здесь пока что тьфу-тьфу, вот лучше, чтобы оно так и оставалось нетронутым, чем, приперлась эта цивилизация умная, которая будет нам рассказывать, как жить надо, как, править надо, как то, как все. Пускай лучше так. Вот поехал себе в кампо, развел костер, поставил палатку, рыбу ловишь, сидишь, на костре жаришь что-нибудь. Кстати, подскажу классный рецепт. В этом году, когда буду ездить на рыбалке, буду сам им пользоваться. Покажу потом, но сейчас расскажу. Как рыбаки аргентинские, во всяком случае не везде, вот в провинции Буэнос-Айреса я это не видел, а вот в Корриентесе именно так делают. Как готовят мясо на рыбалке? Ну, там же не так, что как у нас, что наловил рыбы, делаешь уху, нальешь туда водки и будешь хлебать этот кипяток. Не. Здесь рыба рыбой, а мясо мясом. То есть ты поехал на рыбалку, но ты с собой тащишь мясо, чтобы там на рыбалке его приготовить. Так вот, как именно мне понравилось, как именно его готовят в провинции Корриентес. А в Аргентине, вот именно в другие провинции, они возят с собой мангалы переносные, типа, как для шашлыков, как для просто мяса, решетки, все. Но это же, с одной стороны, круто, а с другой стороны, надо тащить в машине вот этот мангал, он потом обгорит, будет грязный, его надо чистить, мешок какой-то, снова он занимает место. А вот в Корриентесе люди умные. Они просто разводят костер,
просто палят костер. Потом мясо они, как правило, берут, берут полоской, чтобы была такая полоска мяса, да. Потом находят палку, когда костер уже разгорелся, жар, все, находят палку сырую, застругивают ее, обчищают, чтобы она была белая, ну, такая хорошая крепкая палка, толстая, и заостряют ее и протыкают мясо змейкой, раз, и наклонно палку около костра втыкают в землю. И потом еще и ворочают, чтобы разными боками подогревалось. И вот так вот, типа над костром, над углом стоит палка, а на палке вот это вот мясо. Все, поели, класс, вот такое вот. Меня угощали, это просто суперское мясо. Я сам теперь буду. Никаких тебе, этих мангалов, шашлычных, херичных. Распалил костер, нашел палку, обстругал, почистил палку, помыл. Мясо нанизал, палку втыкнул, все, вот это Аргентина. Вот это жизнь, вот это Аргентина. А все вот это, там, да мы там павлины такие эти самые, это все от беса, Самое нормальное, поймал карпа, наткнул его на палку или там на решетку на какую-то, приготовил, мясо на палку приготовил, все, поел, палку выкинул, поехал дальше. Что до мяса, салат, салат, помидор туда порезал, вот это вся твоя еда, вот это аргентинская жизнь. Вот, чтобы если оно так, чем дольше так будет продолжаться, тем лучше, честно говоря. Не надо нам эта долбаная цивилизация, это одни, дебилы, А тут вот, это жизнь. Вот, чтобы была природа, чтобы был свежий воздух, чтобы было 80% в году это солнце, чтобы было тепло, и было рыба, мясо, вода пресная вот на ледниках и просторы аргентинские. Так, до какого времени работают аптеки в Аргентине? Ой, я даже не знаю, до какого времени. Я знаю, есть круглосуточные. Есть. Вот у нас на Кабильдо есть круглосуточные аптеки. Там просто остается один работник, на нем написано, что она работает круглосуточно, остается на ночь работник, и окошко, вы приходите, на звоночек нажали, он к окошку подошел, спросил, что вам надо, и вам отдал. Там не заходите в середину, а через окошечко обслуживается. Так что, так и как есть супермаркеты круглосуточные, так и есть круглосуточные аптеки. Ну, не все. А до какого каждая из них, не знаю. Думаю, там часов до 7, наверное, до 8. Основная масса. А нет, идите в круглосуточную. Ладненько, ребята, никто это уже больше пересматривать не будет никогда, этот эфир. Так что, будем закругляться на сегодня. Хотя, если прошло все окей, я сейчас пересмотрю, подготовлю некоторые потом еще ролики. Я думаю, почаще теперь делать такие прямые эфиры, а вы готовьте ваши вопросики, и таким образом будем общаться. Смотрите, все-таки как-никак красотища у нас тут. Видите? Вот другую сторону я еще вам не показывал. Скоро у нас вот такое озеро. Это на Палермо, это Регатас, по-моему, называется. Это озеро де Регатас. Вот такое. Здесь можно прийти, погулять, посидеть, побродить. За мной сзади я уже рассказывал, вот там вот фильтры для воды, которые очистные сооружения, Тамагос, Аргентинас, и сразу аэропорт. И после аэропорта река и Уругвай. Больше ничего в ту сторону нет. Так что вот тут, в принципе, за мной сзади, если взять, так сказать, сколько тут, ну, наверное, с километра, да и заканчивается уже Аргентина. Наступает Уругвай. Ладно, всем пока. До следующих встреч. Тык.